Ой, всем добрый вечер, всем привет. Спасибо, что вы пришли снова ко мне. Ну что, начинаем, остальных ждать не будем, присоединяться все как только смогут. И давайте мне обратную связь, как меня видно, слышно хорошо. Я надеюсь, что все хорошо. Я пока воды хлебну. Плюсы мне, давайте, плюсы. Походу, все нормально. Ну что, да, кто был на вебинаре вчерашнем и сегодняшнем? Чё, качнули уже программу вот эту? Мне так она нравится по выбору оттенка губ. Сейчас я вам зачитаю сегодняшнюю программу. В принципе, вы с ней знакомы, потому что она была озвучена. Сейчас в начале я покажу вам, расскажу о штрихе, прям покажу на латексе аппаратом, какими я пользуюсь штрихами на губах, да и в принципе на всех зонах я ими пользуюсь. Затем я расскажу вам о фиксации контура, как я это делаю на акварели, на помаде, на контуре с растушевкой и на омбре технике. Тоже покажу на латексе эти штрихи, они важны. И о прокрасе поговорим, то есть вот об основной поверхности на губах. И я постараюсь это быстро, не размазывать по поверхности. А затем у нас будет 4 модели. Возрастной у меня не получилось найти модель с кисетными морщинами, не успела я. Но у нас будет помадный, акварельный прокрас, омбре и что-то еще. И без анестезии работа. Без анестезии, потому что там маленькие губки, на которых можно акварельно было работать, и ничего на них особо не сделаешь, потому что они маленькие и нормальной, в принципе, формы. Ну что, приступаем. Слышно меня хорошо, видно хорошо. И я сейчас... Мне надо камеру. Пожалуйста, мне включите камеру. Да. Я сразу начну с работы на латексе. Так, а где мои комментарии? Вот они. И я буду, пока я работаю на латексе, я комментарии не читаю, но я хочу попросить вас снова писать вопросы прям по существу, поменьше вот этих междометий всяких. Если вдруг реально какая-то проблема со связью возникнет, тогда да, мы должны о ней знать. А я, чтобы не читала подолгу, не зависала. Хорошо? Ну все. Я сейчас вам расскажу о штрихе. Я немножко о нем говорила до этого. Еще раз, в принципе, на всех зонах работает такой штрих, он должен быть гладящим. То есть, если это говорить, вот наша поверхность, вот наша игла, вы входите вот таким прикосновением, вот таким плавным. Это не полный истинный маятник, когда вы уходите на большую глубину в середине движения. Это такое, вошли и на одной глубине проволокли иглу и вышли в воздух. То есть с обоих сторон вы должны выходить и входить в латекс мягко. Я все время сравниваю с самолетами, когда самолет садится на посадку и взлетает. То есть он очень должен это делать плавно, иначе всем придет кирдык. А очень многие мастера начинают движение как вертолет. То есть они такие дыщ, потом пошли и вышли уже нормально. И вот это место в начале штриха, оно всегда уплотненное и более яркое. И где там моя педаль? Угу. Я покажу вам обычный совершенно штрих. Как всегда, идеальный вариант — это когда игла ваша вертикально по отношению к коже. Вот практически со всеми работает именно это. То есть вот на пальце стоит у меня рука. Если посмотреть сбоку, это будет выглядеть примерно вот так. На пальце. Иногда я опускаюсь ниже. Я делаю крючок из мизинца. Так, что ты делаешь? У нас тут... Ты хочешь увеличить, чтобы штрих было видно? Да? Вот. И вот мое движение. То есть я прикасаюсь к латексу. Вернее, смотрите, я что делаю. Я стою на пальце высоко по отношению к коже. Вот так видно?
Мое движение, вот оно начинается далеко от кожи, и я постепенно опускаю машинку, пока не прикоснусь к латексу. Я вот это легкое движение в пальце фиксирую, и на нем я продолжаю двигаться. То есть всегда я начинаю махать в воздухе, и в какой-то момент, когда я вижу, что остался след на латексе, я иногда даже не слышу звук, потому что на латексе, который лежит на столе, звук, безусловно, слышен и довольно сильно. Но если это кожа, то я иногда не слышу звук, я вижу, что появляются точки на коже, и иногда на сухой коже этого бывает достаточно. Мой любимый штрих примерно сантиметр в длину. На губах, вот лично у меня, длинный штрих не очень хорошо работает. Хотя я люблю длинный штрих на бровях, допустим, когда ты так вот туда-сюда движение совершаешь. Юра, они пишут, что пропало. Все нормально? Все нормально. Ладно. Какие-то мелкие выпадения из сети, если будут случаться, я продолжаю говорить, в записи все равно все будет. Абсолютно. Вот такое движение. Движение мое, оно идет только на себя в одну сторону. Затем я выхожу из иглы, из латекса или кожи выхожу, делаю в воздухе такой овал плоский и снова захожу. И каждое мое прикосновение к поверхности начинается с воздушного внешнего края. То есть он такой полупрозрачный. Если вы выбрали длину штриха примерно сантиметр, то идеальный вариант, чтобы весь ваш блок был из штрихов, которые в длину сантиметр. Все отлично, хорошо. Что я называю блоком? Блок — это серия штрихов одной длины, созданных одной скоростью движения руки и с одним нажимом. То есть вы проходите блок, и после этого вы должны стереть и проверить, сработал этот блок или нет. Нет надобности проходить половину губы или всю губу, потому что, возможно, вы выбрали неправильный нажим. Возможно, вы давите слишком сильно, что хуже, конечно, чем если вы давите слишком легко и ваш штрих не остался. Не остался — это не смертельно. А если вы заглубились, то это чревато изменением цвета, как вы помните. Поэтому, можно, интересно, прям увеличить сильно, Юр? Прям вот так, чтобы на весь экран. Угу. Ну так даже можно, да. Но. Я сейчас говорю о штрихе, который создается в одну сторону. Сейчас я работаю на аппарате Cheyenne и на блоке Critical, и скорость у меня примерно 8. Ну, не примерно 8, а 8. Вы должны добиться того, чтобы ваше движение вот руки, скорость движения руки, вот это сама махающее махающее движение, было таким, чтобы за вами оставались такие точки на примерно одинаковом расстоянии. И самое главное, с мягким внешним краем. Ну, естественно, на взлете и на посадке, чтобы он у вас был такой максимально мягкий. Это нужно для того, чтобы вы могли присоединить блок сверху и присоединить блок снизу. Ну, то есть если вам нужно вытянуть вверх или на себя линию штрихов, что вы, собственно, и делаете на всех зонах, даже на веках, на тенях. И это простой штрих на себя. Вы можете работать и штрихом, который туда и обратно идет. То есть как бы за одно движение вы убиваете двух зайцев. Я люблю работать таким штрихом на веках, на тенях и на губах, потому что губы круглые, и на них это прям очень удобно, потому что у вас так или иначе поверхность вот такая закругленная, и вы туда и назад совершаете движение на одной глубине, оно удобное. На бровях не всегда бывает так удобно совершать в две стороны движения. То есть смотрите, какая бывает ошибка. Когда штрих большой, бывает прикоснулся с одной стороны и с другой стороны. И вот получается вот такая засада, когда наоборот вы создаете как бы два уплотнения с внешних сторон, а середина получается пустая.
То есть вам нужно найти движение, где у вас усилие максимальное приходится на середину. Вы находите это движение для себя удобное, и потом вы просто ускоряете руку. Вы должны это оттренировать, и такое движение для вас сэкономит вам времени примерно в 2 раза, потому что вы будете красить в 2 раза эффективней. Но кто-то так и никогда не полюбит такое движение, потому что оно довольно сложное для руки, но оно реально очень прикольное и простое на круглых губах. То есть если поверхность абсолютно ровная, как вот здесь латекс, и как может быть у многих из вас, вы по идее должны сейчас с латексом сидеть и с машинкой и тоже пробовать вот эти все штрихи. Ага, так, спасибо. Все отлично. И я хочу от вас обратную связь у тех, кто попробовал. Я хочу, знаете, чтобы вы еще что сделали? Если есть возможность, замедлили машинку до 7, вот как на критикале семерка, чтобы вы посмотрели и оттренировали для себя скорость движения руки вообще в принципе. То есть если я уменьшила сильно скорость на аппарате, то мое движение руки может стать гораздо более медленным. То есть все то, что я только что делала быстрым движением руки, я могу делать медленно, а значит у меня больше контроля над моими движениями. Почему я делаю на этом акцент? Потому что очень многие машинки, ну вот, например, всевозможные китайские машинки, они могут быть модульными, они могут даже хорошо прокрашивать. Но в момент, когда вы замедляете скорость до минимума какого-то такого, вот, чтобы работать настолько медленно, то есть вот, допустим, ну я, конечно, не работаю на шестерке на губах, потому что это совсем медленно будет, но на бровях иногда можно, особенно с новичками. Посмотрите, какое медленное движение оставляет за собой идеально контролируемые точки. Можно работать таким образом и даже на тенях, на очень низких скоростях. Вот такие машинки, подобные вот этой, все в принципе татуировочные, они с уменьшением мощности не уменьшают силу удара. То есть она как прокалывала идеально точно, так и прокалывает. А многие китайские машинки, они теряют силу и начинают как бы царапать, рвать машинку. Ой, латекс. Юр, что там у нас опять? Все нормально? То есть вот оно наше движение, оно тоже очень простое. И вы также можете работать и на себя, и от себя. Если вы новичок, и если вы только щупаете кожу, то вот такое неспешное движение позволит вам не ошибаться, не выскакивать за границы ваших эскизов, потому что это очень частая ошибка. Пигмент лег, допустим, какой-то лужицей, и мастер выскочил, все испортил, все, пиши пропало. Я сейчас разгоню до 11, то есть на такой скорости я практически рисую волоски на самом деле. Я не работаю на такой скорости на губах и веках. Здесь скорость моя, скорость движения руки уже прям вот такая быстрая очень должна быть. То есть в зависимости от ваших предпочтений или от, может быть, кожи, которая перед вами, или от аппарата, которым вы владеете и которым вы работаете, вы выбираете скорость движения руки. Но задача ваша, в общем-то, везде добиться того, чтобы ваш штрих состоял из серии мелких точек, которые легко продолжить вверх или вниз, соединяя их воздушным краем. Так. Я сейчас гляну, что там у меня еще по программе насчет штриха. А то я болтливая. В одну сторону, 2 стороны. Так, решетка. Еще у нас есть решетка, о которой я не сказала. Смотрите, когда вы очень стабильны, это вроде плюс, а вроде минус получается. Ваш аппарат создает часто точки в одном и том же месте, потому что
он как бы тыкает иголку с одинаковой скоростью, и вы двигаетесь с одинаковой скоростью. И у вас создаются такие полосочки из точек. Чтобы их не было, я сейчас покажу, попробую их создать. Ну вот они местами нарисовались, вот такие уплотнения, скопления, а между ними пустота. То есть обычно это очень плохо на, допустим, тенях, потому что придется туда вот мелкими движениями возвращаться. Но на губах и бровях вы можете нивелировать эти вещи таким движением, просто вы наискосок создаете точно такой же штрих. И не стирая, проходите эту же зону просто штрихом наискосок по отношению к предыдущему блоку. И все, и у вас получается абсолютно равномерно прокрашенный участок с плавным градиентом во внутреннюю часть. То есть вы можете сделать в эту сторону растяжку вот такими же штрихами наискосок. Это вот, допустим, к слизистой, если ваше движение. Либо вы можете сделать растяжку более просто редкими штрихами, также наискосок, параллельными контуру. То есть, в принципе, этими штрихами вы можете пользоваться на любой зоне. Вообще. Не можете, а должны. А самое главное, ваше движение должно быть максимально стабильным. И вот я в себе это подавляю, убиваю, потому что я люблю там-сям поработать, у меня привычка дурная такая. Но на самом деле, если я наблюдаю постоянно, если мастер... Сейчас ускорю. Если мастер работает примерно вот так вот, то есть он такой прошел, где-то прокрасил, где-то нет, где-то вот таким образом ушел, потом он вынужден вернуться, ему все это нужно прокрасить, где-то он усилил и без того яркое место, потому что рука так легла, потом он должен вернуться, еще раз эти места прокрасить, ему становится все сложнее, потому что он теряет время, то есть это я замечаю даже за собой после того, как я долго не работаю. Поэтому просто держите на контроле и создавайте вот эти вот серии штрихов одинаковых просто, которые лежат рядом друг с другом. Они одинаковой длины, одинакового нажима и сделаны с одинаковой скоростью. И будет вам счастье на любой, в принципе, зоне. В принципе, по штрихам все. Идем дальше. Я сейчас поотвечаю чуть-чуть на ваши вопросы. Когда выключу машинку, нащупаю, где она. Так, вопросы. Ищу вопросы. Спасибо, Ольга. Глазам легче на мой вебинар смотреть. Класс. Чем можно заменить латекс дома? Ну, у меня все мастера на работе пользуются бинт Мартенса, покупают. Он продается в аптеке. Это такая резиновая лента, это жгут, по сути, его накладывают в травматологиях там и в прочих. Он такой тоненький. Выбирайте, если есть возможность, выбирайте такой светло-желтый, персикового цвета. Он очень тоненький, прям очень-очень сильно похож на кожу. Он даже ведет себя так же. Он как бы неравномерный, бугристый, потому что вы наверняка замечали на разных участках кожи, когда работаешь, прошел стабильно, стираешь, а там, какое-то пятно появилось. Просто в этом месте там был прыщ или было уплотнение какое-то в коже, и по нему игла прошла, оставила более яркий какой-то след. И вот эти бинты Мартенс, они, зараза, прям очень сильно похожи на кожу. Поэтому, кто-то еще пишет про линолеум, но я, честно говоря, линолеум не пробовала, не знаю, не могу сказать. Скоростей на этой машинке сколько? Я бы сказала, на блоке сколько скоростей? 17. Но я выше 12 не разгоняла ни разу, потому что мне это не надо. Это уже прям перебор, она верещит как резаная. Так, что происходит, если скорость на блоке высокая, а рукой работать медленно? Происходит волосок, Виктория. Вы нарисуете волосок в таком случае. Они именно так и рисуются. Высокая скорость машинки и медленная скорость движения руки. Только надо еще правильную глубину выбрать. Так.
Скорость, Елена, скорость 8 на вашем аппарате. Это какой процент от максимальной скорости на вашей машинке, чтобы определить, какую скорость выставить на своей? Ну вот я сейчас сказала, максимальная здесь 17, но давайте разгоним, лишь бы она не взорвалась у меня. Она не хочет даже включаться на такой, видимо, опасной для себя скорости. Это 12. Вот у меня микрофон, слышно? Упс, на 15 она вырубается. Давайте спасем ее. Короче, на 15 она вырубается. Это, видимо, опасная для нее скорость уже. Я, честно говоря, первый раз сейчас ее разогнала до такой скорости. Поэтому, если я работаю в растушевках где-то на 8, в волосках где-то на 11,5, а максимальная 15. Ну, посчитайте, сколько на вашей скорость, как похоже или нет. На движение туда-сюда нижний край не всегда с одинаковым вылетом получается пока что. Но на самом деле каждый раз это просто практика. Каждый раз это просто практика, и движение то получается, то нет. Вы находите вот это правильное движение медленно сначала, вы его нашли, нащупали, и потом очень постепенно ускоряетесь. Вот тогда у вас получится. А когда сразу, я вижу, берут на высокой скорости и вот это вот вкапывающее движение делают, оно прям опасное. Вот из-за него как раз бывает и отек очень сильный. То есть когда вы иглой, на вид движение такое же, даже по размеру, на мах где-то на сантиметр, оно такое же, но прикасается мастер только вот как бы в середине движения, втыкается и выходит. Он вроде бы испачкал кожу, она вся в пигменте, но травмировал он ее только в серединке, и это движение еще и настолько быстрое, что пигмент не успел остаться там в коже, возможно. Поэтому иногда случается такой отек и пятна, и все такое, то, что вам не нравится. У меня беда с лужами. Пробовала по-всякому, и все равно они меня преследуют. Вы знаете, на губах лужи это практически вариант нормы. Вы просто ими пользуетесь. Если что-то не получается, вы просто этим пользуетесь. Если у вас лужа на губах, начинайте работать от края и больше туда не возвращайтесь, потому что если лужа, вы как бы не видите границу, вы можете выскочить на кожу губ и исказить эскиз. Вы просто эту лужу растягиваете всяко-разно наискосок и на себя продляете ее, чтобы без конца не протирать. Я потому что замечаю это постоянно у своих студентов, они капнула капля, она выключает машинку, откладывает и начинает стирать, теряет эскиз, теряет время. И как бы, а какой смысл? Если лежит у вас, работайте на ощупь. Я все время говорю, что ваши вторые глаза это пальцы. На самом деле мы смотрим сверху вниз, и как бы насколько игла вошла в кожу, мы тоже не видим. Вы пальцами ощущаете, вы в коже или нет, вы на правильной глубине или нет. Там вот как вибрацию обратную вам дает. Первые где-то сантиметр-полтора вы щупаете, или даже можно первый проход вообще весь пройти, щупая кожу, чтобы понять, какой лучше нажим, скорость движения руки работает. Потом нанести анестезию и уже равномерно прокрасить. Вон он у тебя стоит. Кстати, я забыла сказать, на этом вебинаре каждый час мы будем прерываться на 5 минуточек, чтобы я размялась, потому что у меня ужасно затекли все ноги в прошлом вебинаре. А вы в это время можете сходить и налить себе чайку, просто переверни его на бок. Да, это такой будильник. Так что будем на 5 минут прерываться, чтобы и вы размялись, и я размялась. Вот. Так, о чем я говорила? Поэтому про лужу. Да, пользуйтесь лужами, растягивайте цвет и зря не протеряйте, просто вносите этот пигмент в кожу сквозь лужу и благодаря луже в том числе. Как пристыковать второй блок правильно? Второй блок правильно пристыковать вы можете благодаря воздушному краю, который вы создаете. То есть смотрите, если латекс, да. Если у меня чаще всего мы, конечно, на губах пристыковываем движение снизу, то есть у вас такое же движение, просто воздушный край находит на нового штриха, находит на воздушный край старого штриха, предыдущего блока. И в принципе все, они у вас и соединяются. И точно так же вы можете спуститься вниз и присоединить, продолжить как бы вниз, прирастить эти штрихи к предыдущим. Есть еще вариант, как прокрашивать. То есть вы можете
блок на блок накладывать, выходя понемножку. Но это получается очень-очень плотный прокрас. И на самом деле я таким прокрасом не пользуюсь совсем, потому что я не люблю излишнюю плотность. То есть у каждого вашего штриха чуть более рассеянный, мягкий край, и эти края вы соединяете. Вот и все. Это Cheyenne Spirit. Я их путаю, честно говоря. Spirit это или Thunder. Я вот хоть убейте, я не чувствую разницы в них. Один мощнее, один слабее. Не чувствую. И забываю каждый раз, как они выглядят. Но, по-моему, это Spirit. Я работаю под углом 90 градусов. Наверное, в 98 случаях из 100 реально под углом всегда абсолютно максимально перпендикулярным. Я еще покажу на видео сейчас. Я натягивать кожу стараюсь так, чтобы тот кусок кожи, на котором я буду работать, становился прямым. Если вы работаете не сильно натягивая кожу, то вы должны работать как бы с учетом того, что ваша губа круглая. И если вы работаете под углом 90 градусов вот здесь, то когда вы подходите вот к внешнему или внутреннему краю, у вас игла входит уже под острым углом, и вы можете положить более плотно пигмент в этом месте. Поэтому если вы не растягиваете кожу или губы какие-то прям супер какие-то рельефные, у вас не получается это сделать, вы должны вместе вот с этим изгибом менять отношение как бы к коже. Вот этот вот вертикаль, вот этот 90 градусов угол должен оставаться везде, где вы работаете. Если вдруг у вас не получилось натянуть ее так, чтобы она стала ровной. Если вы ее выровняли, то вы просто вот так везде проходите вертикально, если она у вас круглая или если там какой-то рельеф создался, потому что иногда бывают такие губы, что ты их натягиваешь, а они все в таких продольных бороздках или они настолько какой-то странной извращенной формы, что не получается натянуть, ты закрываешь ими нос, то есть есть разное расстояние от носа до губ, и иногда получается, что ты натягиваешь, и человек не может дышать, а ты же вату запихал ему в рот, и он реально не может дышать, и тогда там приходится извращаться так, чтобы он не помер на столе. Так, дальше читаю. Можно дать название программки, которую упоминали ранее, где ее скачать. О какой вы говорите программы? Это которая, как она называется? Я могу показать на планшете? Сейчас я покажу. Я сама забыла, как она называется. Вот она. Она называется YouCam Makeup. Вот она. Сейчас я ее притащу. Нет, она сверху, зараза. Короче, она называется YouCam Makeup. Качните любую программу, которая Makeup. И их очень много. Вы можете выбирать. Я думаю, может быть, вы найдете даже более интересную. Так, идем дальше. Скорости кожи сухая, тонкая и скорость на возрастной коже. Есть ли разница? На самом деле вы не в зависимости от возраста кожи, может быть от сухости, да. Короче, в зависимости от того, как на этой конкретной коже ложится пигмент, вы меняете скорость. То есть у меня нет зависимости. Иногда приходит женщина возрастная с такими губами большими, с порами вокруг и даже на губах. И там надо работать медленно, плотно и на какой-то скорости такой, там 8-9, возможно, чтобы пигмента осталось много. А иногда приходит наоборот, то есть по идее возрастная кожа, значит сухая, тонкая, значит надо нежно работать. Не всегда так. Иногда приходит какая-нибудь девочка молоденькая с совершенно пергаментной бумагой, с тонкими губками, на которой нельзя работать грубо, и надо работать максимально нежно и воздушно, иначе будут там пятна, синяки и все прочее. Ну, про скорости, мне кажется, я достаточно рассказала. Начинайте всегда с минимальной. Вот с минимальной, возможной на вашем аппарате. Выбирайте скорость движения руки, для вас удобная, и по чуть-чуть увеличивайте скорость. Есть такой момент на недорогих машинках особенно, что на высокой очень скорости они как бы настолько быстро подают иглу, что она настолько быстро выходит из кожи, что пигмент не успевает там остаться. И вы прошли, стерли, вы знаете, что вы давили нормально, что у вас все хорошо. Но
пигмента нету, а кожа травмирована, она может прям сочиться сукровицей. То есть тогда вам надо снизить скорость. Это любой зоны касается. Тогда вам надо снизить скорость для того, чтобы кожу зря не перепахать, потому что в какой-то момент она просто перестанет вообще принимать пигмент. Поэтому играйте со скоростью, начинайте с минимальной и постепенно повышайте и находите на каждой конкретной скорости кожи какую-то свою оптимальную. Но скорее всего, это какая-то средняя на машинке обычно. Так. Как прокрашивать акварельную. Это я буду показывать. Нечеткий край получается, даже если контур делаю. Но это неплохо на самом деле, что у вас получается нечеткий край. Это хорошо. Я раньше работала разбавленным 1 к 1 пигментом по контуру, чтобы если даже ты рисуешь такую линию, как нитка, когда она плотная, уходя с корочками, пигмента там оставалось мало. И можно и так работать. Как сделать контур пожирнее и четче? Хорошей полосочкой бывает просят возрастные клиентки. Но пожирнее и почетче на возрастных клиентках это чревато потеками на коже, не очень красивыми. Ну, как сделать? Высокая скорость, медленное движение руки оставляет в коже много пигмента. Поэтому вот так. Так, натяжение кожи на губах, как лучше зафиксировать. Я буду сейчас показывать это все на губах. У меня красивый бицепс, понял? Почему вытекает пигмент из машинки? Набирая иглой, потом постоянно вытекают капли, из которых получаются лужи. Спасибо за бицепс, Жанна. Мне нравятся такие комплименты. По поводу пигмента, который вытекает, обычно это случается, когда у вас вылет иглы настроен неправильно. Если вы работаете машинкой, где вы вообще иглу сами настраиваете, вставляете акупунктура какая-нибудь, то на ней надо ее настроить так, чтобы она касалась носика изнутри. Если вы... Сейчас я найду. Не соображу. Но тут не видно все равно. У нее фокус на далекое расстояние, но там может быть плохо видно. То есть, допустим, на этой машинке оптимальный где-то 2,5 мм. На других аппаратах вылет может быть вообще очень маленьким. В принципе, она не может, знаете как, она не работает на большом вылете. Просто, допустим, вот есть XCF аппараты, они работают на каком-то вылете меньше миллиметра. И там часто, да, вытекает пигмент. Не помню еще на каких-то аппаратах. Короче, есть аппараты длинноходы, есть короткоходы. И я люблю длинноходы. То есть игла вылетает из носика длинно, далеко и доносит пигмент до кожи, несмотря на это, не поливая его. И я хорошо вижу иглу. Это я люблю такие вылеты, потому что волоски рисую, и их надо прям видеть, насколько ты в кожу вошел. А на короткоходных иглах не получается это сделать. Поэтому вы должны подобрать максимальный вылет иглы, на котором легким-легким прикосновением пигмент вносится в кожу. Вот понять оптимальный на вашем аппарате. Они у каждого аппарата разные. Поэтому если я вам скажу 2,5 мм, вы поставите на своем короткоходе 2,5 мм, это все, пиши пропало, вы будете всем засаживать пигмент слишком глубоко. Поэтому нет, вы должны на своем аппарате найти оптимальный вылет иглы. Обязательно подкладывать вату в рот. Да не обязательно, это просто я делаю, я не люблю чужие рты, у меня проблемы. Я просто так, они такие белые, зубы, это только мои тараканы. Можно ли зажимать по контуру губы для прокраса на сложных атоничных? Можно, если вы имеете в виду вот так, да, делать. Иногда бывает такое движение нужно, чтобы создать вот правильные арки, потому что губы как сопли или наоборот, потому что губы такие плотные, что ты вот так вот их сжал, и получается, что очень удобно рисовать. Я каждый раз на каждых губах что-то по-новому руки держу. В общем и целом одинаково, но какие-то мелкие движения, они все время новые. Как работать, если над верхней губой пигментация розового цвета, теряется восприятие формы? Но вам поможет анестезия. Эта вся розовая пигментация, она уйдет после первого прохода анестезии, в которой содержится адреналин. Тут не вижу проблем. Иногда бывает даже коричневая пигментация. Вот у меня, допустим, по контуру губ везде коричневая пигментация, и я не знаю, что с ней делать, и у меня из-за этого искажение цвета идет вот здесь везде. Это просто моя проблема,
потому что я смуглая, часто загорала, испортила себе лицо. Как определить свою скорость, сколько точек должно быть в штрихе? Но знаете как, штрих не должен казаться линией. То есть если он выглядит как полоса, то это уже слишком много. Если они рассеянные, то это норм. А если у вас там 4-5 точек, то это мало. Ну как бы вы должны понимать, что ваше движение должно быть эффективным. То есть вы должны максимально быстро прокрашивать. То есть точки близко друг к другу находящиеся, не знаю, у меня же было видно, и так, чтобы вы прокрашивали, а не стирая, видели, что у вас там ничего не остается. Так, нам надо идти дальше. Что там у меня по программе дальше? Сейчас я прочитаю. Решетка, фиксация контура для акварели, для помады, для контура с растушевкой и амбре. Давайте о фиксации контура. Мне латекс надо. Я уже говорила, что если вы купите себе вот эти ручки, о которых я говорила, они будут вам очень сильно помогать. То есть выглядит это примерно так. У вас, допустим, видно, не знаю, интересно будет, если я вот так нарисую. Не видно, да? Ну ладно. Короче, представьте здесь контур, и вы этой ручкой вот такими по контуру движениями на одинаковом желательно расстоянии фиксируете свой эскиз. Просто точки. Причем вы можете начинать фиксировать эти точки, допустим, вершины уголков, потом середина. Тут же смотрите, одинаковое расстояние или нет. Почему делаю на этом акцент тоже? Потому что некоторые мастера вот так вот зафиксировали одну большую, а другую поменьше. Ну, немножко там долю миллиметра отступили, потеряли. И получается, что у них одна арка закругленная, одна нет. То есть уходите в геометрию. Поэтому сначала зафиксировали основные самые высокие точки, потом между ними поставили еще по одной точке, потом ушли в уголок и дальше прошли на одинаковом расстоянии до уголка, ставя точки. Стабильность вам поможет в работе очень сильно. То есть вот, допустим, вы зафиксировали на... Мы сейчас будем говорить про акварель. На акварельной работе точками. Почему точками, а не сплошной линией? Потому что вам нужно видеть вот эту вот границу, как вы ее создаете, сквозь точки ваши, чтобы вам не мешала вот эта линия, которая нарисована. Вы не будете видеть сквозь нее, как вы прокрашиваете, хорошо или плохо. То есть фиксируем эскиз каким образом? Это просто равномерный блок. То есть это серия штрихов, которые начинаются, я вам два варианта сейчас тоже покажу, которые начинаются от контура. То есть вот вы прикоснулись и сразу начинаете продвигаться вглубь. Ну, туда, к слизистой. То есть равномерно, блоком, максимально равномерно, насколько вашей руке удобно, насколько вы натянули кожу. Если это контур с растушевкой, в принципе, также просто ваша воздушная часть начинается выше. И дальше вы просто следующий блок присоединяете. Если ваши штрихи стабильны и равномерны, то вы сотрете и увидите такую равномерную дымку. Очень велика вероятность того, что у вас все будет отлично, и вы зафиксируете эскиз с первого раза, если ваш штрих будет идеальным по нажиму, скорости и так далее. И второй вариант — это когда вы как бы из середины губы, изнутри прям начинаете двигаться к внешнему контуру. Это для тех, кто боится, и если вы работаете без анестезии, это тоже очень удобно, потому что внутренняя поверхность губ, там, где слизистая, она вообще до 0 безболезненная. Реально там совсем не больно. И вы подходите к внешнему контуру и выходите из кожи. А следующий ваш блок состоит из таких же штрихов. Оттуда же начинается изнутри.
пока вы идете как бы из середины, ну, из внутренней части к внешней, вы уже нащупываете ту скорость, то движение руки, клиент перестает нервничать. И когда вы подходите к внешнему контуру, который самый чувствительный на самом деле, вот эта вот красная кайма по краю, он уже успокаивается и в принципе терпит спокойно ваши все движения. То есть это вот акварельные движения, выглядит плотно, но на самом деле вы когда сотрете, там не будет ничего плотного, это прям абсолютно нормальный штрих. Если вам нужен помадный прокрас, то вы можете, во-первых, зафиксировать, как я уже говорила. У нас все нормально? Зафиксировать линии. Если у вас зафиксирован контур линии, то вы вообще не боясь абсолютно потерять эскиз, потому что ручка эта не стирается до самого конца. Вы можете начинать просто повреждать кожу, если собираетесь работать с анестезией. То есть вам нужно ее просто прочиркать такими блоками с редкими штрихами. Нанести анестезию и потом возвращаться и проходить плотно. То есть раза в 2 плотнее, чем вот я прошла здесь, чтобы ваш прокрас был просто в разы ярче и плотнее. Потому что это помада. И у контура, естественно, вы должны поплясать немного больше. Потому что контур в помадном прокрасе, он должен быть плотным, но как бы не отделяться от основного прокраса губ. Почему я не люблю контура вот так нарисованы, когда это делается линией, когда вот мастер берет и начинает вот таким образом фиксировать контур? Потому что, допустим, я бы себе не хотела такой совсем. И помадный прокрас я бы тоже не хотела себе, потому что я не крашусь часто и хочу иметь возможность менять внешний вид свой, а не ходить всегда с губами одного цвета. А во-вторых, как бы вы ни прокрасили потом основную часть, вот эта вот линия плотная, жесткая по контуру, она всегда будет выделяться. После заживления такие губы очень часто, вот этот контур живет одной линией, поэтому я так не фиксирую уже очень давно и своим мастерам не разрешаю. Как у нас дела? Все хорошо? Окей. Для контура с растушевкой, сейчас я нарисую точечки. То же самое для контура с растушевкой. Ты уверен, что у нас все хорошо, Ира? Угу. Для контура с растушевкой я разрешаю своим мастерам у контура поработать плотнее, потому что чаще всего я использую контур с растушевкой на тех клиентах, которым нужно изменить форму, но свой цвет губ у них довольно яркий. Вот так. То есть у контура они работают плотно. Это значит, что примерно на 1-2 мм кладется 20-30 штрихов. То есть создается такая линия. Смотрите, 2 мм, но она очень плотная. Ее очень хорошо и ярко видно. Почему я не вижу ничего? Тут. Ну, они видят, а как я комментарии должна прочитать? То есть вы кладете 20-30 штрихов на ширину линии примерно в 2 мм. То есть вы плотно фиксируете довольно ярко контур, но он не выглядит тонкой линией. И затем вы, когда уже на втором проходе, либо сразу, там зависит от терпеливости клиента, вы начинаете прокрашивать и растяжку делать. То есть вот этот полупрозрачный градиент к внутренней части, к слизистой, и как бы вливаться в свой цвет губ. Если я хочу почитать вопросы. Ну вот примерно таким образом фиксируется контур с растушевкой.
То есть вы делаете большое количество штрихов у контура, от 20 до 30, а затем вы тут же, не переставляя рук, делаете растяжку в сторону слизистой, чтобы повредить кожу и чтобы немножко растянуть пигмент, влиться им в свой цвет губ. Так, про прокрас у меня сейчас будет. Ну что, как дела у нас? Все хорошо? Я сейчас поотвечаю на вопросы. В чем разница в работе машинок Шайен и Геонсан? Но Шайен — это вообще татуировочное оборудование. То есть этими аппаратами делают татуировки, ими работают очень долго, на больших участках очень толстой кожи, грубой. То есть они реально мощные, на высокой скорости. Ими можно вот эти нежные кожи все разбить. Поэтому мы работаем на низких скоростях на них, на высокой только на волосках, самым кончиком единички иглы. А Геонсан — это перманентная машинка, нежненькая такая, тоненькая, настройки у нее. Она очень хорошо рисует волоски, она быстрая, но она слабая. То есть ею прокрасить спину вы не сможете, у нее мотор полыхнет в ваших руках и умрет. Как не сделать эффекта размазанных губ? Контур вроде бы четкий после заживления, но клиентам не нравится. Говорят, как будто жирной еды поела. Есть клиенты, которые хотят четкий контур, да, тогда вы можете делать вот эту полосочку, просто делайте ее потолще. Я сейчас покажу. Вы можете делать эту полосочку, то есть не очень тонкой, но такими движениями. Она будет тоже плотная, просто она не будет такая, и здесь вы уже дальше ускоряетесь. Ну и прокрашиваете в обычном режиме. Но вот здесь вот у контура вы, получается, замедленным вот этим движением руки оставляете гораздо больше пигмента, и контур у вас получится четче. Просто делайте эту линию с такой стабильной во всю длину, по всему контуру, чтобы она была у вас, ну, допустим, вы выбрали там 1,5 миллиметра, и она везде 1,5 миллиметра, не тоньше и не толще. И затем вы ее растягиваете уже в помадный прокрас, раз, скорее всего, в помадный, раз ваш клиент хочет такую яркую, четкую границу. У меня на нижней получается более-менее контур прокрашенный, а верхний четко не получается. Ну, верхняя губа вообще, в принципе, сложная, потому что она супер рельефная. У нее рисунок вот этот сложный. Обычно клиентам больно вот здесь вот в серединке. Поэтому вы просто должны приноровиться, натягивать кожу так, чтобы у вас сложилось пигмента большее количество. Скорее всего, в этом проблема. Так. У меня штриховка получается темной на краях, но светлой посередине. Как добиться воздушной кромки? Ну, это как раз тот самый случай, когда вам нужно пройти наш дистанционный курс онлайн-мастер, потому что он весь посвящен тому, чтобы избавиться от неправильного штриха. То есть вы не соблюдаете вот это правило гладящего движения, вы втыкаетесь. То есть вот это движение создается вот таким образом, я покажу. Вы, получается, там, где воткнулись в кожу, как это сделать? То есть вы вот воткнулись и вышли, воткнулись и вышли, воткнулись и вышли. И у вас получается вот здесь быстрое движение, вы замедляетесь у начала и у окончания штриха. То есть вы как бы не выходите из кожи, вот оно это движение. Уплотнение в начале и уплотнение в конце. Оно прямо противоположное тому, о чем я говорила. То есть вам надо научиться этому маху, когда у вас остаются вот такие точки с воздушным краем сверху и снизу. То есть он должен, штрих усиливаться должен как бы в центре движения. Это идеальный идеал, идеальный вариант. Но еще лучше, если вы научитесь, чтобы у вас вот такой, знаете, штрих был во всю длину гладящим. То есть вы должны и нажим освоить.
распределение нажима, распределение усилия, то есть оно у вас неверное в начале и в конце штриха. Вам надо распределить либо равномерно, либо усилиться в середине, в зависимости от надобности. Подписывайтесь. Для всех, кто пройдет вот сегодня и вчерашний вебинар, для вас будет специальная цена. Придет вам ссылка на наши курсы онлайн-мастер. Я точно знаю, что такие проблемы у многих. Это именно неправильный штрих. Дело в том, что в эту профессию не все приходят с поставленной рукой и как бы учатся уже в полях. А по идее надо учиться долго на бумаге и долго на латексе, и потом уже приступать к работе на клиентах, как вот наши студенты, которые учатся у нас очно. То есть вы можете даже приехать очно учиться в нашу школу, а многие мастера приезжают переучиваться, потому что штрих неправильный мешает жить и работать. Так, из-за чего потеки на возрастных губах? Заглубилась или кожа такая, или пигмент жидкий? Если бы вы заглубились, то там было бы изменение цвета. Иногда бывает, что просто кожа возрастная. Во-первых, тут у нас все пронизано сосудами. Во-вторых, там, где кисетные морщины, иногда прям пигмент по ним поднимается. Видимо, в этих морщинах какая-то идет дистрофия кожи, что-то там нарушено. И я, честно говоря, гистологию не делала. Я не знаю механизм, я просто знаю, что так бывает. Я думаю, сейчас Виталик бы Микряков мне что-нибудь сказал на эту тему. Но, скорее всего, я подозреваю, вернее, что это именно из-за того, что кожа изменена, она становится сухая какая-то частями, и плюс сосуды, они же пронизывают все, по ним поднимается пигмент. Поэтому много у контура пигмента как раз на таких кисетных, сухих возрастных губах класть не нужно. И, наверное, очень яркими цветами работать тоже не нужно, потому что, во-первых, яркие цвета старят, сужают рты, а на возрастных клиентах у них губы всегда тоньше. И, во-вторых, все подтеки, все какие-то дефекты, любое ваше движение на ярких пигментах видно лучше. Любая ошибка видна лучше. Поэтому аккуратные движения и так. Вата во рту удобно, когда излишне слизь. Да, я ненавижу чужие слюни. Я тоже не люблю, я вот эту вату, я ее меняю постоянно, потому что иногда вата становится прям мокрая, там за 5 минут буквально все слюнями пропитано, они лежат, не сглатывают слюну просто, и мне вот неприятно, правда. И я вот стараюсь делать все чисто. Я люблю работать чисто, иногда из-за этого работаю дольше, чем надо, потому что я люблю, когда у меня чистые пальцы, когда все вокруг чисто. Это мои загоны, не обращайте внимания. Так, при работе разбавленным пигментом пигмент течет. Ощущение, что слишком жидкий. Что делать? Не разбавлять. На самом деле так и есть. Есть какая-то грань, вот даже в наших пигментах, допустим, оптимально это 6,2, 8,2. Если ты кладешь 6,4, то уже это вода. Оно течет сильнее, чем обычно, сложнее работать. Сложнее сделать ошибку, потому что концентрация падает, но это уже вода. И, возможно, вам нужно приобретать жидкости для разбавления. Я их, честно говоря, не пробовала. Может быть, они другой плотности. И как бы вы разбавляете, концентрация падает пигмента, красящего вещества, но они не такие жидкие. Но вот я работаю на 6,2, 8,2, и тут достаточно концентрации, чтобы не поливало, не текло. Так. Что за ручки? Как натягивать кожу? Так, как покрасить купидон? Как вершины не потерять? Так, давайте я покажу, как вершины не потерять. Сейчас я... Как прокрасить купидон? Это такое... Я сейчас отмечу, как бы купидон, больше, чем обычный. Во-первых, если вы зафиксировали гелевой ручкой, то как бы вы ни натягивали кожу, если вы ее вытянули вот так, и у вас вот эта линия стала ровная, то вы все равно создаете штрихами четко по контуру. Главное, нигде не выйти за контур. Потому что когда вы отпустите, губы выровняются, ну, примут свою форму, и все будет нормально. А если вдруг вы губы не натягиваете, а как бы вот так придерживаете, или не натягиваете слишком сильно, что иногда вообще не нужно, натягивать очень сильно не нужно чаще всего, то вот таким образом вы можете фиксировать. Смотрите, это же у нас по сути два треугольника, то есть я обычно кладу серию штрихов, они как бы воздушным краем до угла не доходят. До угла
верхней вот этой вот арки. Потом я чуть-чуть переворачиваю, как сказать, не лицо, а чуть-чуть губы вот так вот двигаю. Я покажу тоже это уже в процессе. И создаю вот следующий. То есть вот у меня треугольник сейчас. И вот это место, оно же все-таки у нас чаще всего не прям угол. Его я просто таким вот уже коротким штрихом прокрашиваю. Коротким и может быть слегка закругленным. То есть если вы фиксируете арку Купидона, арки Купидона. И то же самое здесь. Вы слегка продляете вот эту внутреннюю линию, уголок. И потом чуть-чуть переворачиваетесь, и точно по контуру вы фиксируете. Тут самое главное не отступить ни на долю вообще миллиметра от рисунка, от контура, потому что это чревато разной формы арками. И я это постоянно тоже наблюдаю у своих студентов, потому что, знаете как, вот здесь на первой части немножко не дошел и ушел как бы вот сюда вниз. А на второй части вытянул чуть дальше, выскочил за контур, может быть, и получается вот такая большая арка ближняя к себе и маленькая арка дальняя. И когда ты сидишь сбоку, это не бросается в глаза, потому что ты смотришь сбоку. И запрещено у меня прокрашивать, не сев и не посмотрев по симметрии, потому что может быть зафиксировано именно вот так, когда одна маленькая арка, а одна большая, вторая большая. И то же самое в этой части блоки я кладу вот таким образом. Обычно серединка у многих клиентов такая максимально чувствительная. Поэтому здесь я прокрашивать стараюсь побыстрее, но в то же время поплотнее. То есть, видите, я прошла, получается, параллельно вот этой линии. Потом я положила штрихи блоком под уголком, потому что вот эта часть, она сложно прокрашивается у многих. И затем я присоединила воздушный блок. И все, вот середина прокрашена. Дальше вы можете то же самое сделать вот в этой части, где изгиб, если ваши губы рельефные. Ну и в принципе дальше у вас идет уже просто обычный параллельный контуру штрих. Вы просто соединяете блоки и все. И то же самое с той стороны, когда подходите с внешнего уголка. Так, все хорошо, все отлично видно, отлично. Арку показала. А какой волшебная ручка? Волшебная ручка, которая не стирается, это Pilot J1. Она не стирается до самого конца процедуры. Только вы ей не злоупотребляете. Если фиксируете тонкой линией, то она должна быть реально тонкая. А если намазюкаете много, то она будет вам мешать оценить качество прокраса у контура, что очень важно. Какая скорость должна быть на XCF для губ? Минимальная. На XCF она всегда минимальная, потому что на высокой скорости эта машинка может даже разрезать кожу. Она такая быстрая, что ее надо замедлять. Как зафиксировать контур точками при акварельной технике при асимметрии губ? Наталья. Я показывала. В принципе, если вы нарисовали форму, то при сильной асимметрии губ вам нужна не акварельная техника, вам нужна либо контур с растушевкой, либо помада. Во всяком случае, вот в этой части, где асимметрия. И там вы можете фиксировать просто сплошной линией ручкой. И потом прокрашивать плотно, не боясь потерять эскиз. Потому что если вы потеряете эти арки, вам придется снова садиться и снова работать. Так. Решетку я показала, акварель показала. Но в принципе, что у нас можно идти? Нам можно идти сейчас на 5-минутный перерыв. Давайте сходим на перерыв, попьем водички или чая. Может, кто-то курильщик и жаждет сбегать на перекур. Давайте вернемся через 5 минут. Хорошо?
Что, мы вернулись? А вы не уходили или тоже вернулись уже? Так, я сейчас еще отвечу на несколько вопросов и будем включать видео. Смотреть я буду параллельно с видео тоже. В принципе, давай, наверное, включим видео и будем смотреть. И я буду заодно, потому что тут начинаются вопросы, в которых я буду на видео отвечать и как бы показывать, чтобы зря дважды не повторяться. Так, я включаю, да? А где? На, ты включи, пожалуйста. Я забыла, где оно. Ладно, пока отвечу. Так, на Геансане не получается. Вам просто, может быть, надо чуть медленнее работать на Геансане, потому что на нем отлично получались все зоны, я работала. Это неплохой аппарат для любых техник, от волосков до акварели и теней очень нежных и красивых. Так, как вы фиксируете совсем светлые акварельные губы? Как понять, что пигмента уже достаточно и пора остановиться? Мы поговорим об этом туда ближе к концу процедуры. Как фиксирую совсем светлые акварельные губы, я прямо сейчас и покажу. Тут у меня такая девушка, у нее, смотрите, очень маленькие губы, очень короткая ротовая щель, и нарисовать ей что-то большое даже при сглаженном рельефе никак не представляется возможным. Поэтому не сильно меняя ее форму, потому что у нее они маленькие, но в принципе симпатичные, мы рисовали в акварельной технике. Я сейчас ускорю, чтобы это все было быстрее. То есть я вот рисую здесь специально так, как я говорила, вот такими вот линиями простыми, для того, чтобы было понятно, как это делать прямо на клиенте, на вот этом рельефе. Если сложно, вы можете рисовать прям прямыми линиями и потом скруглять. Если глаз видит и рука уже более-менее хорошо рисует, то вы можете прям сразу закруглять вместе, как бы в месте, где вы хотите увеличить объем, допустим. Я всегда ставлю руки вот примерно таким образом. То есть вот так я держу карандаш или ручку, то, чем я рисую. И как циркуль я ставлю руку на лицо прям. То есть вот таким образом я рисую. Она у меня всегда зафиксирована, рука, чтобы она не дрожала, чтобы не было вот этой вот волнистой линии, потому что линия должна быть максимально четкая. На подбородок я тоже вот так ставлю и прорисовываю вот эти вот арки, все вот эти мелкие детали. Иногда даже вот так придерживаю еще второй рукой, чтобы вообще исключить вот это дрожание. Я пошла и съела тазик клубники быстро. Она мне мешает. Так вот. И я сразу закрашиваю, потому что я должна оценивать форму, когда у меня закрашено. Лично я не могу оценивать форму, когда у меня там тоненькая полосочка. Мне это неудобно. Я не вижу просто. Поэтому и вам, в принципе, советую тоже делать растяжку цветовую, чтобы было вам понятно. Можно еще ускорить. Что я делаю? Когда я рисую нижнюю арку, я ставлю на нос. Прям на нос. И вот так вот, как циркулем, прорисовываю у вас упор. И реально, как циркуль. Получается, как циркуль, такое движение, полукруг создавать очень легко получается. Вот как сейчас я это делаю. Рука на носу, и я прорисовываю нижнюю линию. Как мы проверяем? Мы соединяем, вот сейчас модель покажет, губы вот в эту вот трубочку, чтобы увидеть вот здесь, вот где у нас сходятся в одном ли месте линии слева и справа, по верху и по низу. И одновременно мы смотрим на вот эти арки, потому что когда губы соединены в трубочку, вот таким образом, видно становится, где какая выше из них, потому что прям реально четко видно становится, где нужно подтереть. Потом я прошу слегка улыбнуться, то есть прямо так немножко уголками губ. Некоторые клиенты не умеют это делать, они улыбаются вот так вот. И тогда можно поставить пальцы просто и равномерно растянуть в две стороны, чтобы посмотреть на вот эти линии тоже. Они повторяют слева и справа друг друга. Как вы помните, вчера, когда я рисовала, у нас должны критериальные точки все быть на одном расстоянии, чтобы они были все между собой похожи. Я запудриваю вот эти губы конкретно, я не фиксировала, по-моему, ничем. Я их просто запудрила фиксирующей пудрой, которую я тоже вчера говорила. Так, тут надо чуть-чуть замедлить.
Сейчас я замедлю и назад. Посмотрите, как я ставлю руки. Ой, что-то совсем медленно стало. Процентов нормальной скорости. Окей. Не. Я сейчас ускорю до нормальной или чуть-чуть быстрее. То есть я ставлю большой палец руки прямо на поверхность губы, на вот эту прям поверхность, чтобы ее выровнять. Вот плоской вот этой частью я немножко надавливаю и оттягиваю. И вот это вот расстояние для моего штриха, буквально сантиметр, становится ровным. Я не сильно натягиваю кожу, потому что эти губы довольно плотные, молодые, они не сильно тянутся, неплохие губы для работы. И я немножко надавливаю указательным пальцем, видите, да, чтобы губа как бы чуть-чуть подвывернулась. То есть это такой важный момент, потому что она часто вот так завернутая, и мастера многие начинают, отступив там 5 миллиметров от угла, рисовать. Это не очень правильно, вам надо прорисовывать прямо из угла, прокрашивать все. Так, чтобы здесь, я ускорю тоже, чтобы здесь... Ну и по сути это то, что я показывала. Я от контура начиная, кладу блоки во внутреннюю часть, почти доходя до слизистой, в зависимости от того, что нам нужно. Вы можете проверить, протереть и убедиться, что ваш нажим работает. То есть если линия видна, прозрачная, еле видная, но для вас она должна быть довольно хорошо видна, потому что вы будете потом прокрашивать от нее более плотно. То есть на первом проходе такая фиксация дымкой должна быть. Не всегда она получается. Если вдруг вы прошли блок и у вас, допустим, проверили, и у вас не осталось пигмента, там вы видите, что кожа пустая, такое бывает и у меня, и это вообще ничего страшного, так бывает. Вы просто должны в это же место вернуться, не идти дальше, и пройти более плотно, или немножко изменить нажим, или немножко замедлить движение, чтобы пигмента в коже оставалось больше. Протираю я, тоже сейчас это покажу, мокрая ватная палочка, я ее чаще всего слегка как бы отжимаю, чтобы она не была совсем мокрая. То есть она, когда совсем мокрая, у вас может все так расплыться, особенно если вы никаким образом не фиксировали контур, я имею в виду не точками, не полосками, вы не можете потерять, у вас не может здесь быть ничего мокрого. Поэтому иногда можно даже слегка отжать, сделать ватную палочку более тонкой. И как бы вот этим острым краем протереть. То же самое работает, в принципе, на всех зонах и на веках, на стрелке, когда вы работаете. Не создавайте грязи. Я крайне не люблю, когда вот так все размазывается. Работать не видно, где работать. Поле для работы грязное, руки грязные. Потом там почесал себе лицо кто-нибудь. Я иногда наблюдаю таких студентов. Она вся в краске, все там себе потрогала. Не надо этого делать. Ваша зона работы, вот она маленькая, стерильная, вокруг рта вашего клиента. И все, и вы ничего больше не трогаете. Ну, вот таким образом происходит, видите. Я сейчас ускорю, чтобы просто вы смотрели, как на разных участках губ я ставлю пальцы. Потому что на самом деле это основное. Вы должны поставить пальцы таким образом, чтобы кожа слегка натянулась, чтобы выровнялись морщинки вот эти вот поперечные на губах. И чтобы вы пальцы стояли близко, чтобы вы чувствовали нажим и насколько ваша игла входит в кожу. С разных ракурсов тут, в принципе, видно. Движение, я имею в виду длину штриха, вы выбираете в зависимости, опять-таки, от губ. Если они вот такие большие, плотные, на них можно и длинным штрихом работать. Если они вот такие вот маленькие, все вот в этих изгибах, рельефные, то длинный штрих класть не получится. На этой девушке я работала без анестезии. Единственное, я запарилась просто потом на втором проходе. Я не видела вообще контур, потому что цвет мы выбрали светлый, так как на ее маленьких губах яркий цвет просто совершенно нельзя класть, иначе они сожмутся в точку, как я много раз говорила. Поэтому это акварельно, светло, прозрачно, светло, прозрачно. Вот. И смотрите на постановку рук. То есть я каждый раз передвигаю немножко палец и работаю возле своего большого пальца, чтобы, во-первых, кожа была максимально прямая, а во-вторых, чтобы я чувствовала штрих, чтобы я понимала, что я в коже нахожусь. Потому что даже я ошибаюсь, что уж там говорить, если вот так натянуть губы и не чувствовать нажим. Я бы еще чуть-чуть ускорилась, либо я поотвечаю на вопросы.
Так, как понять, что пигмента уже достаточно? Ну, во-первых, надо периодически садиться, потому что у вас очень яркий цвет, как и у всех наверняка, над рабочей поверхностью. И плюс анестезия, которая выбеляет кожу, создает ощущение, что еще маловато, надо докрасить, надо добавить. И даже я ему иногда поддаюсь, а потом мы садимся и такие, опаньки, надо было уже давно остановиться. Вот, кстати, арка. То есть вот это движение, оно может слегка закругленным быть, может быть абсолютно ровным. Если вы сильно вытянули губу, то оно может быть ровным. Если не вытягивали, то оно должно быть таким повторяющим форму вашего эскиза. Видите, да, следом за мной остается цвет, его в принципе хорошо видно, достаточно хорошо видно, пока кожа вокруг не покраснела, но в какой-то момент она начинает краснеть, и если вы любители работать без анестезии, готовьтесь к тому, что вы плохо будете видеть контур, и периодически надо будет просто сесть и посидеть, пока кожа как бы не побелеет сама. Она белеет даже при работе без адреналина, но через какое-то время. Чаще всего мне лень ждать просто. Я такая и взяла и помазала вот так вот вокруг, просто чисто вокруг, не трогая поверхность губ внутри, просто для того, чтобы увидеть форму, потому что мне не было желания сидеть ждать, пока она сама побелеет. Так. Штрихи от себя ведем или на себя? Вот я, честно говоря, чаще всего, когда делаю первый проход, штрихи делаю только на себя. На втором проходе, особенно когда я прокрашиваю плотно, я делаю штрихи в две стороны. Я начинаю обычно у контура на себя, потому что мне там надо максимально осторожно работать, чтобы не выскочить, не потерять форму. И потом вглубь я уже вот так размашисто работаю, к слизистой ухожу штрихом вот таким в две стороны. Мне так удобно, это чисто просто моя привычка. О, Альбина, привет! Наконец-то вы здесь. Привет. Фиксацию контура лучше начинать с теста на нижней губе, в самой нижней линии. С теста, наверное. 100% сделай, пожалуйста. Зачем? Не могу. Фиксацию контура лучше начинать с теста на нижней губе, в самой нижней линии. Я начинаю всегда с верхней, потому что когда мастера, особенно новички, начинают работать с нижней, они чаще всего полностью размазывают и теряют верхнюю губу эскиз, нечаянно дотрагиваясь мокрыми пальцами, которые уже в пигменте, в слюнях, в воде, и просто-напросто все теряют. Если вы зафиксируете гелевой ручкой, которая не стирается, тогда вы можете начинать с любого места вообще и щупать кожу в любом удобном для вас месте. Если это чисто просто фиксирующая пудра, то начинайте в уголке дальнем от себя или ближнем, в принципе, тут нет разницы. Можно даже в ближнем, вы как бы будете подбираться к арке и будете бесстрашно уже ставить пальцы на кожу, не боясь потерять эскиз. Но как бы тестировать стоит, да, вы должны проверить, легло, не легло, обязательно. Так, как подобрать нюдовый пигмент, который так хотят все клиенты? Он какой? Нюдовый пигмент. Вообще, знаете, понятие цветов, если вы не смотрели мою предыдущую трансляцию, я там показывала. Нет, я буду скорость менять. Мы так будем бесконечно просто смотреть. Чуть-чуть мне надо, чтобы быстрее было все. Я показывала, как показать клиенту цвет и как с ним определиться. Там приложение есть. Вот это... Как оно называется? YouCam Makeup, по-моему, оно называется. В нем вы можете подобрать цвет губ. А нюдовый — это значит как бы натуральный, то есть максимально светлый. То есть это есть у вас два варианта. Либо вы берете, допустим, вот такой пигмент. Видно? То есть вот он от моей кожи не сильно отличается. Видите, он такой персиковый, теплый, светлый. Такие же есть прохладные цвета. А второй цвет для вас... Где же моя бумажка? Я ее выкинула, что ли? Вот она. Я сейчас покажу вот на примере. То есть вот эти оттенки, первые три, это базовые цвета.
А вот эти яркие цвета, которые вы добавляете в базовые, то есть если использовать в чистом виде какие-то вот такие цвета пастельные, то есть они могут быть теплые, холодные, разных оттенков, но в них есть диоксид титана, он есть, ну вы никуда не денетесь от этого в пигментах, и работать плотно вот таким цветом, это будет нюдовый цвет, можно даже помадно работать, но он будет такой натуральный, не яркий, в общем там нюдовый, как вы говорите. Либо вы можете, если у вас идеальная форма губы, взять любой яркий цвет, но работать прозрачно, то есть акварельно, то есть немножко цвета, но яркого. То есть у вас есть два варианта. Не яркий цвет разбеленный и плотный прокрас, и яркий цвет, и им вы делаете просто как бы дымку. Смотрите, вот здесь скорость стопроцентная. То есть я ее сейчас не увеличивала, не искажала, ничего не ускоряла. Скорость движения руки конкретно на этих губах вот такая у меня. На других губах она может быть более быстрая. То есть я меняю скорость руки в зависимости от ощущений и от того, как пигмент ложится или не ложится. Ну и она примерно такая же, как сейчас я показывала на латексе, на 8, на блоке Critical. И ну, такое комфортное для меня движение руки. Я видела, как мастера работают прям очень быстро. Вот так прям очень быстро на высокой скорости, на 10, допустим. Либо кто-то любит прям очень медленно, вдумчиво каждую точечку класть идеально, чтобы прям точно знать, куда она упадет. Это только ваша привычка скорости, ну вот, движения, махания пальцами комфортного для вас. Потому что кто-то это делает вот так вот, ему тяжело быстро работать. И тогда вы замедляете скорость на блоке питания. А кто-то, как я, допустим, привык вот очень быстро работать, очень быстро вот махать рукой. В зависимости от этого вы подбираете скорость движения руки. Так, идем дальше по вопросам. Какой лучший цвет для возрастных губ? Мое мнение, что для возрастных губ лучше не использовать яркие цвета. Хотя иногда женщины с возрастными губами приходят и просят какие-то кошмарные оттенки, очень яркие, морковные, вишневые, такие, с какими они привыкли работать. Поэтому вы можете им предложить удобный для вас, чуть-чуть замедлю, какой-то для вас цвет, который вы считаете нужным, но я как бы против ярких цветов. Потому что, во-первых, возрастные губы часто бывают изрыты морщинами, они сжимаются, как бы усыхают, ну это физиология. И движения все на этих губах даются тяжело в плане, могут пятнами ложиться, штрихи, потому что губа, по сути, она вот такая вся, даже ну вот состоящая из вот этих морщинок, которые сложно, невозможно вытянуть. И вы делаете штрих, и получается игла задевает вот эти места, и неравномерно ложится штрих. Поэтому я за неяркие цвета, пастельные, но плотные прокрасы возможно, потому что обычно возрастные губы меняют по форме, пытаются увеличить, потому что они завернулись. Что значит 6,2,8,2? Это я говорила о концентрации пигмента. То есть, вот, допустим, наши пигменты, они очень концентрированными. Ими в чистом виде работать вообще нельзя, потому что они не ложатся красиво и воздушно, если в них не добавить воду. Просто мы добавляем стерильную воду для инъекции. Она в таких пластиковых одноразовых тубах маленьких, и буквально 2 капли воды на 6 капель пигмента. И вы можете работать на бровях растушевка, либо на губах в любой технике. Если надо более прозрачно, то тогда можно там 3 капли добавить. Если вы добавите 4, то это будет на грани фола, возможно, будет прям поливать. В смысле, он будет настолько жидкий, что он не держится в носике, вытекает. Я вот об этом говорила. Звук пропадает.
Соотношение воды, Людмила, я сказала. Да, тут помогают мне, спасибо. Работать с двух сторон от клиента. Елена, нет, я работаю только с одной стороны от клиента, я просто очень сильно поворачиваю голову. Заметьте, я довольно бесцеремонна с головами клиентов, потому что я уже перестала думать об их удобстве давно, я думаю о своем. Я думаю, чтобы у меня не болела спина, чтобы мне было хорошо видно, чтобы, знаете, как, когда ты работаешь, чтобы было клиенту удобно, вот так вот скукожившись на боковой поверхности, то еще и пигмент плохо подается, потому что лучше он подается, когда под силой тяжести условно гравитации там он опускается сам вниз, то есть машинка не впрыскивает же его под усилием, то есть там просто игла ходит туда-назад и вносит пигмент в кожу. Поэтому часто, когда мастера работают вот так вот сбоку, у них еще и плохо ложится пигмент. Поэтому повернули голову от себя, вот этот уголок, чтобы хорошо была освещена поверхность, повернули голову на себя, чтобы хорошо видеть внешне от себя дальний уголок, и все отлично видно. Можете его поближе к себе пододвинуть клиента, чтобы не тянуться, чтобы не было вам неудобно. Поэтому с одной стороны просто голову можно вертеть всяко-разно. Она же может еще и вот так, кроме того, что вот так. Поэтому не бойтесь, вертите голову клиента. Можно ли делать перманентный макияж на губы, в которых силикон? Еще тот из прошлого века. Но я говорила это сегодня с утра. Иногда можно. Иногда вот этот силикон, это биополимеры, которые не рассасываются, никуда не деваются, а мигрируют. Так, я заболталась. Так, что тут? У меня первый проход прошел, я стираю с вазелином губы и начинаю делать второй проход. Контур хорошо, в принципе, виден, я просто от него вглубь прокрашиваю чуть более плотно. Анестезию я не наносила, из-за этого всю процедуру у нее довольно обильно выделялась сукровица. Кстати, еще часто лужи образуются на губах, потому что выделяется сукровица, она жидкая, это водичка по сути, и она смешивается с пигментом, и прям вот эти подтеки, как бы цепляется сразу пигмент, который в носике машинки, и все это вытекает, и вот в том числе из-за этого. Поэтому постоянно протирайте, либо работайте с анестезией, губы тогда сухие практически. Не всегда тоже, иногда в зависимости от состояния клиента они тоже бывает кровят или сукровицы много выделяется. Так вот, делать можно на губах с биополимерными этими гелями, которые никуда не денутся и которые будут вечно вообще в коже, и удалить их можно только хирургическим путем. Единственное, что нельзя, если свежие, только что уколотые губы, вы должны подождать минимум месяц, пока все разойдется, устаканится, чтобы там вот эти вот отеки, шарики, чтобы вот это искажение формы вам не мешало. Потому что я щупала губы, и они были прям как будто шарики там находились у свежих клиентов. И, давным-давно. Да, на первом уроке я говорила об этом. Заставка пудровые брови. Да, это заставка, это вебинар, который пройдет 12 числа, то есть в следующее буквально воскресенье. На нем я разберу также на видео две модели максимально подробно. Одну с анестезией, одну без анестезии. Не знаю, одну акварельную, одну плотную я, скорее всего, разберу. Акварельную, так не говорят, пудровую. Я уже заговариваюсь, акварельный. Так, что делать? Ждите 5 минут. Ссылку на ручку пилот. Я не дам ссылку на ручку пилот, потому что в каждом городе свой будет продавец. Вы просто вбейте пилот J1 и все, вам выдадут куча сайтов, ссылок. Есть люди, которые, как я, не могут подключиться. Моя ссылка почему-то была в спам. Проверьте, как работают ваши настройки. Ответьте, пожалуйста, всем в первом дневном окне. Там активация переписки идет. Так, ясно, это письмо админу группы. Как не передубить кожу анестезией? Может, прям время выдержки или без пленки, или кусочками наносить? У меня сустаин. Не дубит ли ваш коктейль? Елена, нет, наш коктейль не дубит практически вообще кожу. То есть в нем нет этих веществ, которые превращают губы в деревяшку.
Что я тут делаю? Я прошла верхнюю губу, и я постоянно использую вазелин, потому что он смягчает кожу, и благодаря ему можно легким движением все стереть. Он работает как бы как мыло. Вот здесь, смотрите, я психанула и нанесла анестезию вот здесь по краю везде, чтобы проявился контур, потому что я просто перестала его видеть, и как бы я не люблю работать в темноте, я люблю видеть картину, которую я создаю условно. Поэтому я люблю работать с анестезией. На самом деле клиентке было вообще не больно, и я до конца работала без анестезии на ее губах, но видите, как сразу стал четко виден контур и какие-то мелкие недочеты по контуру. То есть, ну, зачем бросать недокрашенные губы, если можно прокрасить сразу? Поэтому теоретически можно работать без анестезии полностью, потому что это действительно не больно. Я проверяла на себе. И особенно безболезненная часть это вот там внутри. Самая чувствительная часть это ближе к контуру, но абсолютно все терпимо, это не больно. Вот что мне не нравится, это то, что выделяется много сукровицы и очень легко потерять форму, особенно если ты ее не зафиксировал вот ручкой, как я. Вот я здесь не зафиксировала, и я могла потерять, поэтому я нанесла по контуру анестезию. Вот. А если вдруг у клиента аллергия, то вы можете спокойно работать, не бояться. Это не больно. Я помню этот свой страх там, 8 лет назад, дотронуться до клиента, эти килограммы анестезии, которые я накладывала, лишь бы ему было не больно. Вот. Что-то скакнуло там на весь экран. Лучше картинку полностью показать. Не меня, а картинку. Угу. Ну, это почти законченная работа, там мелкие доделки по контуру, потому что я его не видела и там, боясь, уходила. То есть, знаете, как? Это как за рулем. Не вижу, не еду. Если я не вижу, где я работаю, если у меня лежит лужа, или если просто там все покраснело, еще что-то, я должна видеть. То есть я протираю, либо наношу анестезию, чтобы видеть. Так вот, как не передубить кожу? Вы просто наносите ее мало. Одного раза нанести на губы ее достаточно. Больше просто не наносите, все терпимо, клиент вас все прекрасно вытерпит. Если наносить много постоянно, то это увеличенное количество анестезии, оно делает кожу твердой реально. Поэтому чем меньше анестезии, тем лучше на самом деле. У меня сильно увеличены губы, пигмент на коже значительно темнее, чем на самих губах. Как бы я себе губы не прокрашивала, как будто там пигмент вообще не остается. В чем ошибка? Как избежать очень заметной разницы в цвете, если сильно увеличивать по коже, зная, что против ваших правил? Как избежать очень заметной разницы в цвете? Вы не смотрели, видимо, мой эфир утренний, да? Я там об этом говорила. Вы можете работать двумя цветами, потому что на освещенной поверхности у вас цвет будет всегда смотреться немножко другим. То есть вы можете более темным, более ярким, либо более плотно работать на коже, потому что она белая, она другая вообще сама по себе. Все, здесь я уже в конце мажу. Ну и вот это законченный вариант. То есть это очень прозрачно. Ну и все. Процедура. По сути, мы сейчас на всех процедурах, которые я буду показывать, будем смотреть на постановку рук, потому что это практически самое важное. На каждом сантиметре губ вам нужно просмотреть постановку рук. А штрих, он на самом деле везде одинаковый. Начать заново нам не надо. Так, что там у нас? Давайте вот ее посмотрим. Начать заново. Здесь у нас губы такие с размытыми границами, в общем и целом хорошие, но без четкой формы. И тут, кстати, вот много гранул Фордайса и во внутренней части было, и вот здесь вот в уголках губ. Эскиз я отрисовываю при помощи вот этих полосочек никогда. Я его так отрисовываю только когда кого-то учу и показываю, как это делать. Сама я рисую, просто создаю форму и все. Пользуюсь вот этими проверочными линиями, всякими сжиманиями, разжиманиями губ. То есть в трубочку, как вы помните, чтобы посмотреть уголки и вообще вот нахождение по высоте. Полуулыбка и улыбка с зубами. Прям так вот. Когда натянуты губы, вы тогда тоже видите очень хорошо арки выше, ниже и насколько у вас внешние края прокрашены равномерно. Можно еще попросить клиента вот так сделать
Вот так вот, чтобы видеть вот эту вот линию, насколько тоже она ровная, потому что иногда ты там что-то начиркаешь, а она же как бы за углом, завернутая, и когда начинаешь прокрашивать, не совсем понятно, где там эта линия должна идти. Поэтому вот таким образом посмотреть, ну, покривляться, попросить клиента. Так, немного ускорю-ка я эту, чтобы мы не уснули. Так, пока читаю. Сильно увеличены, да. Короче, когда вы выходите на кожу, вы должны там прокрасить плотно. Если у вас вот эта поверхность освещена, то какой вывод? Вы должны здесь чуть плотнее, чуть темнее, чем вот здесь теневая часть, где начинается теневая часть, то есть когда свет падает сверху, прокрашивать, чтобы это выглядело, ну, максимально приближенно к натуральному результату. Но я противник таких экспериментов. Я за то, чтобы губы увеличивать при помощи современных инъекционных технологий. И сейчас столько у них техник, столько этих гелей, и плюс это еще и увлажняет губы, поэтому выходить на кожу сильно я не люблю. Так, коктейль лучше, чем Сустаин, я с этим согласна. Да, мы работаем единичкой. Я работаю единичкой на всех зонах, и все мои мастера работают тоже единичками. Где посмотреть информацию по бровям на 12 мая. Мы еще не повесили анонс, вот вы сейчас первый знаете на вебинаре о нем. Мы повесим анонс, наверное, сегодня в Инстаграме, не знаю, где еще обычно, где везде повесим, разошлем вам всем ссылки тоже о нем. 12 числа будет вебинар по губам, да. Сейчас пропустила, не могла подключиться. Ну, вы сможете просмотреть все в записи. Так, адреналин заказывает аптека рук. Так, это вы тут между собой общаетесь, я поняла. Да, в интернет-аптеках продают вообще все и без проблем. Я подозреваю, у них можно и кокаин купить. Найти надо хорошую просто. Так. Фиксирующая пудра, тоже я говорила о ней утром, это пудры, которые фиксируют яркие цвета помад. Ими пользуются женщины, которые красят ярко-ярко губы. Просто она наносится, потом излишки стираются, и вы можете тереть свои губы, кушать, пить, и она у вас, помада, это держится в течение там целого дня вообще без проблем. Поэтому да, вы можете пользоваться фиксирующей вот этой пудрой, если не хотите или не нашли ручку, которой можете зафиксировать. Дело в том, что иногда ручка остается даже когда вы закончили работу. То есть вы уже видите, что прокрасили достаточно, а ручка все еще не смылась. И как бы фотки не получаются красивыми. Но в коже она не остается. У меня, во всяком случае, ни разу вообще не оставалось, и я такого не встречала. Так, ну я покажу без ускорения тоже. В записи вебинар, конечно, будет, да. На какой скорости? Это я, видимо, дошла до вопросов, которые были на предыдущем видео. На первом видео анестезии я не накладывала, да. Я не захожу чаще всего на половину предыдущего блока, просто может иногда так получается, когда у меня идет съемка, у меня нависает камера, и я не могу вот так вот посмотреть, что я там делаю, я работаю, и иногда могу заскочить на середину блока, но чаще всего я как бы только воздушным краем стараюсь соприкасаться, чтобы не слишком много пигмента положить в кожу. Почему пигмент плохо ложится в уголках губ, даже когда повторно? Несколько проходов прохожу и даже с сильным нажимом иногда вообще не входит в кожу. Работаю с анестезией. Екатерина. На самом деле в уголках губ реально ложится сложнее всего. Там эта кожа дряблая, ее сложно натянуть, и практически уже это слизистая. Поэтому вариант один – вытянуть очень сильно на себя или от себя, в зависимости от того, где вы работаете, и просто плотно прокрашивать, не скакать. Потому что там кожа мокрая, обычно пигмент расплывается, и всем кажется, что за 5 штрихов они там все прокрасили. Но это не так. Смотрите, я ставлю руки, видите, практически везде одинаково. Единственное, что вот эта клиентка, мне с ней было очень некомфортно работать. Бывает такое, что клиенты как-то вот так себя ведут, что с ними неохота работать вообще. Вот. И она прям вот так вот вдавливалась, ей было больно. То есть я трогаю ее, я знаю, что это нормальное движение, что ей не больно, что все там терпимо. Она вот так постоянно уходила, убегать пыталась от меня. Это было очень неудобно.
И она всю процедуру страдала, что ей было больно, хотя я работала с анестезией, вот на ней конкретно. Поэтому вот предыдущая девочка лежала, ей вообще было никак просто. Потом там, где у меня амбре, там вообще это была наша сотрудница, и мы с ней тоже эксперимент делали. На верхней губе анестезия была, на нижней ее не было, и ей было абсолютно комфортно и не больно работать без анестезии. Хотя она очень боялась вначале, боялась яркости, боялась, что будет больно, все как положено. Вот, идем дальше. По каким причинам пигмент может не укладываться в кожу? Ну, причин много, на самом деле. Бывает сложная кожа, реально непонятно, почему кожа, которая не принимает пигмент. Ты просто мучаешься, и даже у меня такое бывало, и пигмент не ложится. Но чаще всего это неправильное натяжение кожи, это неправильно настроенный аппарат, то есть, допустим, слишком большой вылет иглы, когда вы просто кожу травмируете, но пигмент игла до кожи не доносит. И, может быть, когда вы... Ой, включила машинку и нечаянно испугалась. И еще вариант, когда вы просто скачете, потому что особенно на губах, я даже за собой иногда это замечаю, там, с непривычки, когда долго не работала, я начинаю работать, и ложится вот эта лужица, и посмотрите, какая поверхность, там 1,5 или 2 сантиметра губы, вот эти губы, они толстые, и я беру и кладу там 20 штрихов, 20-30 штрихов, но этого мало, там должно лежать, не знаю, сотня штрихов, чтобы пигмент лег равномерно во всю ширину губы, а так как лег пигмент уже как бы на кожу, расплылся, появляется вот это ощущение дурацкое, что ты уже прокрасил, вроде проскакал, но там пигмента мало, вот поэтому это как бы основные варианты, из-за которых кажется, что не прокрашивается. Чаще всего это неправильный нажим, неправильный штрих или что еще? Неправильно настроенное оборудование. Ну, как бы особо много вариантов нет. Все, она пыталась еще со мной разговаривать и закрыла рот ваткой, чтобы не было возможности. Можно заклеивать, хотела сказать, рот, закрывать рот ватным диском в самом начале, потому что иногда пигмент течет в рот, и там неэстетично получается, и он не очень вкусный, он, по-моему, горький, насколько я знаю. Вот на этих губах я начинаю фиксировать не от внешнего контура, а от внутренней части. То есть так тоже можно. Вы начинаете из внутренней части и приближаетесь к внешней, и четко у контура останавливаетесь. Вам хорошо все видно, клиент постепенно привыкает, потому что внутренняя часть, там где слизистая, самая безболезненная. И вот эти губы были еще и тягучими. Могу замедлить скорость, если надо, тоже здесь до 100%. И пару блоков посмотрим, как я это делаю. То есть я стараюсь выровнять, сделать ровную поверхность максимально. И начинаю там изнутри, из слизистой, потому что губа должна быть прокрашена во всю ширину в идеале. И натягиваю немножко на себя и расплющиваю вот всей подушечкой пальца. И от себя указательным пальцем, чтобы кожа была максимально ровная. Ну вот тут видно хорошо, что она плоская, ну как бы прям плоская в том месте, где я работаю. И я постоянно протираю, просто потому что я не люблю грязные перчатки. Это не обязательно делать, но есть вариант, что вы дотронетесь до мокрой кожи и потом потеряете пигмент. Но здесь такие огромные губы, что видите, какая большая поверхность для прокраса. И еще эта клиентка, посмотрите, видите, в середине губы у нее идет коричневая полоса. Это прям такая засохшая толстая корка. И на нижней губе она вообще просто бронебойная была. И мне пришлось ее обойти и потом размачивать вазелином. Тоже мы там потеряли время на это дело. Потому что прокрасить было без вариантов. Она прям... Не знаю, как так можно засушить губы. Причем вот в этой части все мягко, а именно вот на месте, где стыкуется слизистая с сухой частью. Ускорю штрихи. Не обязательно начинать прямо из такой глубины, просто именно с ней мы договорились, что прокрасим их полностью, губы. Договорились еще на том этапе, когда я не видела, что они у нее там внутри вот такие засохшие. То есть это даже не снаружи было. Так, идем дальше по вопросам. Если на контур упала капля в самом начале, как быть? Вы можете остановиться, убрать машинку,
выжать также мокрую ватную палочку и локально эту каплю убрать. То есть если вы вот так вот уберете, то вот здесь у вас будет пустое место, а вот здесь и здесь будет ваш идеальный контур. Вы как бы просто продлите одну линию, соедините ее с другой, и никаких проблем не будет. Главное не испортить весь контур. Многие клиенты желают цвет карамельный или натуральный бежевый, но потом цвет уходит в более темный коричневый, чем можно скорректировать цвет. Не совсем понимаю, карамельный цвет или натуральный бежевый – это цвета, где 100% диоксида титана очень много. И обычно такие пигменты уходит цвет, то есть уходит та розовинка или коричневинка, которая передавала оттенок, и остается как раз-таки вот эта белая подложка. То есть диоксид титана, он почти никогда не уходит, то есть белесые губы остаются. Коричневых губ после натуральных цветов я не встречала. Но если вы как бы столкнулись с тем, что они более темные, то вам надо снова использовать очень теплые, светлые цвета, которыми вы сможете перекрыть. А если они прям вообще ужасные, то корректорами работать. Чтобы сделать помадный прокрас, вы берете темные тату-пигменты, чтобы была большая плотность, или вы наслаиваете больше слоев. Темные пигменты я вообще стараюсь не брать, потому что мое мнение, во-первых, темным пигментом вы наделаете больше ошибок с большей вероятностью. Где-то стык получился, где-то была там герпес застарелый, и кожа уплотнилась как бы в виде рубчика, и там пятно посадите. И к этому пятну вы будете вынуждены прокрашивать, приближаться, все вообще губы прокрашивать. Это бесконечная губа, такая возня. Ну, это очень большие губы по размеру и довольно какие-то сложные оказались. Смотрите, видите, как я растянула ей кожу вот в этой части? То есть я прям расплющила двумя пальцами, немножко по-другому я ее натягиваю, чем на предыдущей процедуре. Я ее расплющила и вот так как бы вдавила. И получилось у меня между моими пальцами двумя, как между пяльцами, ровная поверхность, по которой я штрихую. А вокруг уже все, что меня не интересует. Так вот, яркие цвета я для губ стараюсь не брать. Если мне нужен помадный прокрас, то я добиваюсь его плотным, просто плотной укладкой пигмента. То есть ваши штрихи лежат один на другом практически. Ну и если все-таки клиент хочет прям очень яркие губы, то да, вы берете яркие цвета и кладете их плотно. Что там? Все просто. Как может быть не больно, если клиенты пищат? Если правильный штрих, то это действительно не больно. Я не верила, пока не попробовала на клиентах. Они мне говорят, да нет, не больно, да все нормально. А потом я попробовала и на себе, и поняла, что это реально не больно. Это как зубочисткой вводят, ну неприятно местами, но не больно. Иногда даже от анестезии ощущения более неприятные. Во-первых, она печет. Во-вторых, когда она как бы, знаете, как заморозила, но боль чувствуешь. Вроде губы онемели, ты ими управлять не можешь, но боль чувствуешь. То есть странные такие ощущения. И чем больше анестезии наносишь, тем сложнее работать. Поэтому я говорю, наносите анестезию один раз, а дальше уже работаете как есть. И желательно, конечно, работать максимально быстро. А чтобы работать максимально быстро, надо, чтобы штрих был максимально эффективный. То есть вы должны находиться на правильной глубине в коже, и вы должны находиться, и вы должны штрихи класть прям рядом друг с другом. Так, идем дальше. Если даже с анестезией клиент не терпит и губы не доделали из-за боли, на коррекции может таблетку обезболивающего выпить. Ну, теоретически можно, но вы должны разобраться в причинах болезненности. Еще раз, смотрите, когда вы вот такое совершаете движение на одной глубине, и ваша губа натянута так, что она ровная, то есть вы себе облегчили жизнь еще и натяжением, то это движение, оно гладящее. Вот попробуйте просто на себе, попробуйте на руке, оденьте перчатку, возьмите стерильный новый модуль и попробуйте, почиркайте. Вы поймете, что это прикосновение, оно не болезненное, оно не больнее, чем вот если я сейчас начну машинкой чиркать и зубочисткой буду чиркать. Движения будут прям очень похожи, серьезно. А это не больно. Если вдруг вашему клиенту больно, то это такой звоночек о том, что, скорее всего, вы работаете вот такими вкапывающими движениями. То есть вы втыкаете глубже, чем нужно. Пигмент там тоже остается, он просто пролежит больший срок, дольше по времени, и клиенту вашему больно. Поэтому
без анестезии работать круто на первом проходе, потому что вы как бы щупаете кожу, вы понимаете благодаря клиенту, на какую глубину класть. Это же касается, допустим, и бровей. Вы трогаете кожу еле-еле, даже пусть там пигмент не ложится, и спрашиваете его, как терпимо. То есть должно быть неприятно, но терпимо. Если не терпимо, значит вы глубоко. Вот и все. Иногда работаю под углом, да, иногда все-таки кожа круглая, губа, голова, там все это создает ощущение, что ты работаешь вроде вертикально, но со стороны я иногда на видео вижу, что небольшой угол есть по отношению к коже, ничего страшного в этом нету. Единственное, нельзя работать под очень острым углом, потому что кожа прям очень сильно травмируется, и пигмента в коже прям много-много-много получается. И особенно нельзя работать под острым углом возле контура, то есть если вот это контур, и вы входите вот так в кожу, то игла как бы под кожей, видите, уже за контуром. И это плохо, потому что могут прям быть какие-то размытости, вот эти подплывы. Возле контура вы должны быть максимально вертикальны. Ага. Если губы накачаны гиалуронкой, можно ошибиться в глубине. Ну нет, на губах, которые накачаны гиалуронкой, вы работаете точно так же, там сосудики, все кровит. Единственное, натягивать практически не надо, и на них работать удобно. Главное думать о форме, об искажении. Ватные палочки мы смачиваем в обычной воде. Обычная водичка. Каким пигментом сделаны мои губы? Мои губы сделаны цветом какао и красно-коричневый. 1 к 1, по-моему. Повторю свой вопрос. Если у клиента кайма диоксида титана, как выровнять с основным цветом губ? Что-то я пропустила этот вопрос. Если у клиента кайма из диоксида титана, да никак. Вы просто не обращайте внимания и прокрашивайте так, как будто нету. Диоксид титана вам никак не мешает. Обычно вот эта подложка из диоксида титана, она на нее даже ложится чуть ярче пигмент, поэтому просто протирайте без конца и смотрите, чтобы цвет сравнялся визуально хотя бы для вас, чтобы равномерно было. Вот здесь на нижней губе у нее просто жуткая корка в середине, и пришлось делать как бы контур с растушевкой. Ну, на первом проходе, потом мы ей размачивали. То есть сначала я фиксировала эскиз, кожу натягиваю, видите, максимально, чтобы не исказить то место, по которому я буду работать. Потому что кожу губ тоже можно натянуть всяко-разно, так что линии ваши лягут неровно. И плюс иногда некоторые мастера, губа-то нижняя круглая, а они кладут ровный штрих и выскакивают частью штриха на чистую кожу. То есть вы должны четко повторять изгиб губы. Если вдруг вам получилось натянуть губу так, что она полностью ровная, вы делаете штрих ровный. Если она у вас слегка изогнутая, губа нижняя, то вы должны слегка закруглять. Но на нижней губе это просто делается. Каким аппаратом я делаю эти губы? Я не помню, честно говоря. Какой-то аппарат, который мне дали на тест. Я как раз одновременно тестировала аппараты. Он в виде, это не Шайен, а может быть Шайен. Навру сейчас, не скажу, какой аппарат. Ну, там были такие в виде, похожие на EZ, какие-то вот такие аппараты, на Шайен PN, вертикальные, не Г-образные. Так, а какой пигмент выбрать для синюшных губ? Вы не смотрели мой вебинар по колористике? Посмотрите мой вебинар по колористике. Его можно приобрести все еще и посмотреть его в записи. Там очень много я говорю о цветах. На губах вы можете использовать только оранжевый цвет, такой огненный, очень теплый оранжевый цвет, которым вы можете вывести, попробовать серые губы или темно-коричневые, или фиолетовые, или какие-то синюшные, синие прям, в розовый. Это будет сложно. Готовьтесь к тому, что это будет сложно. И если это какие-то локальные посинения, неважно от чего, это могут быть заглубления старые, чьи-то работы, это могут быть эти, как их, скажите мне, просто синие губы, сосуды близко расположенные, холодный оттенок. То есть в зависимости от того, как у вас лежит там этот синий цвет, вы кладете свой пигмент.
То есть, если локально яркие, то вы локально прокрашиваете. Если равномерно просто холодные губы, то вы можете равномерно пройтись либо корректором, либо очень теплым цветом каким-то, чтобы нивелировать вот этот некрасивый оттенок. Так, читаю дальше. Здесь штрих, скорее всего, туда-сюда, в две стороны. Но возле контура, у меня привычка возле контура, я всегда работаю в одну сторону, дальше начинаю в две стороны работать. Я, протираю ватной палочкой каждый блок, потому что это мой бзык. Но это делать не обязательно, просто я не люблю работать грязными пальцами. Сколько может быть открыта бутылочка с водой для инъекций? Да, это вот такая маленькая на 1 мл бутылочка, вы можете ее выкидывать после каждой процедуры. Вообще, по идее, как только вы открыли, она стала нестерильной. Волшебная пудра — это пудра для фиксации эскиза. Да, я уже говорила об этом. Смотрите, эту клиентку я посадила и подрисовала ей, потому что потерялась верхняя губа, я ее не зафиксировала прям идеально, и я ее подрисовывала. Садиться и смотреть по симметрии — это очень важный момент. Пока я не создала идеальный вот этот внешний бантик на верхней губе, я не прокрашивала уже полностью плотно. Это очень важно — сесть и проверить по симметрии, убедиться, что они идеально ровные, вот эти бантики вот максимально ровные, потому что может прийти отек. Он приходит примерно у половины клиентов на основном прокрасе в той или иной степени. И во время отека вы уже не сможете оценить симметрию и форму. И вы вынуждены будете работать с тем, что есть. А если вы что-то исправите по форме, то очень велика вероятность, что когда отек спадет, у вас будет несимметричное прокрашено. Ты что, все? Час? 4 минуты? Елена, вы всегда работаете сидя на прокрас аппаратом. На какой высоте кушетка и вы от клиента как бы нависаете? Когда работает долго, спина отваливается. Да, когда подтяните голову клиента ближе к себе. Высота у меня такая, чтобы моя спина была ровная. То есть я вот так сижу, как я сейчас с вами разговариваю, максимум немножко смотрю вниз. И все, вот это вот просто унылая такая работа, постоянно прокрашивать. Иногда бывает там что-то как-то сложно, либо новое место для работы, и тогда бывает неудобно, я тоже кривлю спину. Либо когда я сажусь доделывать за студентами, чтобы не опускать, не поднимать стул, на котором они сидят, чтобы ничего не трогать, приходится там как-то скукожиться. Но делайте себе удобно. Клиента вертите голову как хотите, поверните ее прямо на бок, положите его к себе близко-близко, пусть он вам дышит в живот. Главное, чтобы вашей спине было удобно и руки лежали удобно. Больше всего я не люблю женщин, у которых, в смысле, не то чтобы я их не люблю, работать с ними не люблю, у которых большая грудь и некуда руку положить. Вот это прям тяжело. И кто-то из мастеров такой сказал лайфхак: просто попросить их расстегнуть бюстгальтер, и у них грудь это опадает, и становится легко. И это реально работает. То, что это прям реально жесть. Если женщина полная, вот у нее вот здесь лицо, и вот отсюда идет вертикально вверх грудь, она вот еще вот так сюда стекает. Вот можно так тоже еще попросить, иначе вы просто свернете себе шею, пока поработаете на этой же клиентке. Какой смысл вытирать с вазелином? Вообще я вазелин обычно наношу, знаете как прослойку. Он у меня нанесен на коже. Вазелин, он не то что увлажняет, он делает кожу мягкой в этот момент. Он не увлажняет, в нем нету никаких свойств, которые помогают коже увлажниться. Я наношу вазелин, я использую его еще и на тенях. Я сделаю вебинар об этом тоже. И прокрашиваю кожу, и пигмент, который вошел в кожу, он уже там. А пигмент, который остался на коже, потому что часть пигмента как бы остается на коже, вы же понимаете, он стирается одним вот таким движением руки, потому что этот пигмент лежит на прослойке из вазелина, понимаете? Очень тонким слоем, чтобы как бы особо не скользили руки, чтобы не было вот этого разъезжания. Вот для таких целей я использую, потому что я не люблю долго тереть губы. Видите, я одним движением стираю. И вот, кстати, вот я еще очень люблю натягивать ватным диском кожу. Когда губы позволяют, я прям им
натягиваю и одним движением стираю. Вот сейчас это хорошо видно. Ватный диск позволяет натянуть кожу даже более идеально ровно, чем палец, потому что с пальцем так ровно не получается. И тоже у нее кровили губы так нормально. Хотя отека особо не было, но кровили они особенно сильно вот там в середине, потому что там вот эти корочки, они все размякли, поотваливались, коричневые, которые у нее были. И кожа под ними была очень рыхлая прям, ну как бы. Если бы это был клиент, я бы там даже работать не стала. Я бы поработала только у контура, отпустила бы и на коррекции бы уже в том месте работала, потому что, скорее всего, там ничего не останется. Так, эта техника, да, можно сказать, акварель. Ну что, давайте закруглимся еще на 5 минут. Мне надо попить водички. 5 минут перекур для тех, кто курит.
меня пересох рот. Так, у меня к вам вопрос. Я сейчас мотну все, тут много очень вопросов, на которые я еще не успела ответить. Мне лучше замедлиться и показывать и комментировать видео, я так подозреваю, чем отвечать на бесконечные вопросы. Потому что, в принципе, вопросы повторяются, и на многие из них я отвечу в видео. Я права? Или вам надо много ответов на вопросы? Мне вот эта обратная связь очень важна, потому что иногда я так много говорю, что нету времени потом отвечать на вопросы, и кто-то обижается, что я не ответила на все вопросы. Я жду от вас обратной связи и пока начинаю видео показывать. Вернее, продолжаю. Сейчас я его замедлю. На 100%. Смотрите, я нажимаю ватным диском, я не только растягиваю кожу и натягиваю и выпрямляю, я еще и нажимаю. То есть в момент, когда я провожу, я прям сильно давлю. У меня давление реально сильное. И это немножко помогает уменьшить отек иногда. Если губы кровят, то тут ничего особо не сделаешь, просто надо без конца протирать, потому что, например, я люблю работать по как бы сухой коже, когда я вижу каждое свое движение. Если вдруг легла лужа, тогда, конечно, уже на ощупь я стараюсь не тратить время на протирание зря, когда вы трете, 10 раз трете и как бы теряете время. Хорошо. Хорошо. Буду пока что видео, если какие-то повторяющие части, буду немножко ускорять, перематывать, а на всяких интересных моментах заострять внимание. Да, и в конце тогда, после оставшихся видео, мы поразгребаем гору вопросов. Так, смотрите, в некоторых местах губа достаточно плоская получается, а в некоторых местах ее не получается сделать плоской. И я вот, допустим, до середины губы натягиваю на себя ватным диском, от середины губы я уже тяну от себя и протираю тоже от себя, потому что иначе здесь вот скапливается такая как бы складка кожи, и она мешает достаточно хорошо натянуть кожу, неудобно работать. Поэтому это моя привычка. Внешнюю сторону еще раз я тяну на себя, а внутреннюю сторону, которая ко мне ближе, я тяну уже от себя. Вот, что здесь я делаю? Работа блоками, она по сути везде одинаковая. То есть я прохожу блок, стираю, смотрю, сколько там у меня осталось пигмента. Если вдруг вижу пробелы, я их заполняю. И потом делаю следующий блок. Обычно, смотрите, видите, где я проходила, вот эта внешняя сторона, выделялось много сукровицы. Буквально я от нее отошла на там пару блоков, уже все, кожа сухая, там максимум может выделиться уже просто прозрачные капельки, но это уже вообще ерунда. Движение, вот здесь в обе стороны, потому что поверхность большая для прокрашивания, и если делать просто только в одну сторону, то работать можно прям просто бесконечно долго, потому что вот такие губищи, которые еще и надо было прокрасить вон там внутри тоже. Но это самые такие, знаете, самая идеальная Это самые идеальные губы для портфолио, в принципе. Какой бы вы техникой ни воспользовались на этих губах, выставить их можно, потому что они пухлые, в отрыве от лица, естественно, просто губы. И любая техника на них будет смотреться хорошо. Что контур с растушевкой, что просто акварельный прокрас, что плотный прокрас помадный с идеальным прорисовыванием контура. Вот здесь второй проход. Чаще всего я начинаю с пробелов, если они есть, потому что у меня тоже есть пробелы. Где-то я проскочила, где-то там было больно, я ушла, оставила на потом, где-то какие-то там складки кожи помешали мне, и я недостаточно хорошо прокрасила. То есть обычно я делаю первый проход, где я фиксирую эскиз, сажусь, смотрю по форме, потом укладываю клиента. Фиксируя эскиз, одновременно я всегда повреждаю кожу, если планирую работать с анестезией. И идеально это, когда на втором проходе уже
по обезболенной коже быстро и плотно вы прокрашиваете ее всю. И использовать анестезию с адреналином я вот второй раз не рекомендую точно. Вы можете просто капнуть лидокаин также себе вот в капсулу. Чистый лидокаин, даже, возможно, там 5% или 2%, чисто чтобы доработать. Но 2%, честно говоря, не сработает. Если есть возможность купить 10, покупайте 10. Если не найдете, купите в аптеке 5%. Чистый лидокаин, он также попечет губы, но он их не выбелит. То есть вот эта проблема, когда из-за анестезии губы становятся белыми, и мастер прокрашивает их сильнее, чем планировал, пигмента получается больше, а, как вы понимаете, стереть уже сложно, если переборщили с цветом, то лучше не наносить анестезию, чтобы такую ошибку не совершить. Я имею в виду анестезию, которая содержит адреналин, чтобы губы не выбелились, либо без конца садиться и как бы представлять себе, что губы станут ярче, когда цвет вернется, когда ваш цвет смешается с собственным цветом губ и усилится. Обычно через пару часов после процедуры я всем клиентам говорю, что вот смотрите, сейчас ярко, а через пару часов станет еще ярче, поэтому готовьтесь к тому, что вы будете выглядеть ярче, чем обычно. Да, вот это место, где были корки, оно прям очень было, ну, такое рыхлое. Там прокрасить я должна была, чтобы вот, ну, вам показать. Ну и в принципе пустым место это оставлять не хотелось, но там с большой вероятностью пигмент не останется у нее. Но бывает всякое, остается тоже, бывает пигмент. Если вы видите какие-то маленькие локальные пробельчики, то можно их также локально закрыть, потому что я наблюдала, кстати, тоже у студентов часто, если есть какой-то пробел, а вокруг лежит яркий пигмент, она берет и вот прям вот таким длинным штрихом, задевая и яркое место, и пустое, пытается исправить, закрасить вот этот маленький пробел. В чем смысл такого движения? Не надо так делать, вы сделаете только ярче те места, которые так яркие. Поэтому если есть маленький какой-то пробел, заполните его вот таким маленьким штрихом локально, и будет вам счастье. Что тут еще сказать? Ну, тут плохо видно, можно перемотать чуть-чуть. Или что? Я забыла, как это делается. Ой, пардоньте. Чуть побыстрее сделать. На самом деле движения-то одинаковые, просто параллельные контуру штрихи, которыми вам нужно прокрасить кожу. И в зависимости от договоренности с клиентом вам нужно сделать ярче контур или ярче середину, или прокрасить равномерно, или, не знаю, помадный прокрас сделать. Лучше не скакать. Я еще раз повторюсь, когда я долго не работаю, моя рука начинает скакать, как будто она не моя, как будто я, ее не учила столько времени работать стабильно. Я сама над собой смеюсь и напрягаюсь и заставляю сама себя, чтобы штрих мой стал максимально стабильным. Вот. Но когда это какие-то мелкие доделки, то штрих может быть любого размера. То есть если у вас там пятно, какая-то пустота, где нет пигмента странной формы, ваш штрих тоже должен идти вот на сужение, на расширение. У меня очень много уроков на онлайн-курсе «Дистанционный мастер», где, ну, допустим, один из них — кардиограмма. Это когда мастера учатся делать штрихи, правильные штрихи с воздушным началом и окончанием, но разной длины, то есть от самого маленького до вообще длинного. Потому что это тоже целая наука, когда ты делаешь маленький штрих, и он у тебя с внешними границами мягкими. То есть ты им можешь закрыть, допустим, навеки пустоту какую-то, представляете? Или в головке брови, когда попробуйте сделать маленький штрих, который будет очень воздушный, состоять там из 3 точек, допустим, условно. Это очень важно, и мы посвящаем этому много времени, потому что так или иначе иногда пробелы получаются у всех, и их нужно заполнить грамотно, не насажав пятен. Вот эта внутренняя часть губы. Ее, видите, вот я тоже начинаю прямо из глубины, чтобы хорошо прокрасить даже то место, которое как бы не видно, потому что в смехе, в улыбке, не знаю, в зевке может быть такое, что
это видно место, что там пусто. Чаще всего это вот когда смеется человек, видно. Поэтому вот эти все мелкие доделки какие-то в конце я делаю. Ну и в принципе все, процедура закончена. Это тоже не яркий цвет, довольно светлый, прокрашено плотно, но выглядит акварельно, потому что цвет не очень яркий. На самом деле пигмента там довольно много было. Сейчас между видео могу поотвечать на вопросы. Наверное, снизу вверх пойду. Вебинар для тренеров, с чего начинать обучение, я, честно говоря, не планировала. Не знаю, нет. Под углом можно, протифил герпеса нет. Так, Светлана не поняла. Можно второй раз проходить не параллельно, а под углом? Конечно, можно. Я покажу. У меня там, по-моему, будет на видео, где я прохожу вот так вот блоками и потом сразу наискосок. Это где мне надо ярко положить пигмент. После суставина губы... Так, наверное, все-таки включу видео. Пусть там не спеша рисуется эскиз. Это вот наша девушка со скошенными губами. Это, не знаю, мимическая привычка или нет. Они прям иногда у нее очень сильно скошены. Вот этот вот прям валик. Иногда он ложился, как бы губы складывались. Но как бы пришла она прям вот с такими губами наискосок. Я аж испугалась. Думаю, что это такое? Пока эскиз почитаю. Найду сейчас. Он ускоренный? Да. Ускоренно. Так, а если хотят коричневые губы? Коричневый цвет очень опасный. У меня есть коричневая база в новых пигментах, но ею чистой работать я не рекомендую. То есть туда можно добавлять какие-то цвета, чтобы ее чуть-чуть смягчить. Но если все-таки ей работать, нашей коричневой базой новой, то очень прозрачно на губах, на которых не нужно менять форму, потому что коричневый, он темный и опасный. То есть если вдруг вы поработаете глубоко, то этот коричневый превратится чуть ли не в бровный. Поэтому делать коричневые губы я не рекомендую, не люблю, и над этим цветом я еще очень сильно подумаю. Так, а какой пигмент выбрать для синюшных губ, я отвечала. На губах можно работать текстурированными иглами, можно работать на любой зоне. Дело все в технике. Вы просто, ваше прикосновение должно быть гораздо нежнее, чем обычное. Так, наверное, тут можно покомментировать чуть-чуть эскиз, потому что девушка со сложными губами. А с другой стороны, обычные красивые пухлые губы, которые, я одну из которых как бы приподняла примерно там на миллиметра 1,5-2. Одна прям по контуру зафиксирована, а вторая приподнята на миллиметра 1,5, потому что вот у нее такая форма. Она так даже интересно отекла, как будто там внутри она и должна и находилась на месте. Я имею в виду после процедуры. Кстати, у нее герпесом обнесло губы, хоть она и пропивала противогерпесный препарат, поэтому заживших у меня пока нету, будут только после коррекции. Так. У меня не получаются яркие губы для брюнеток. Но яркие губы — это просто плотный прокрас и кроющие пигменты. Смотря чем вы работаете, я вот не люблю яркие губы, я не люблю их делать, не люблю их видеть. Потому что с этими губами человеку ходить реально 1,5 года как минимум, а то и может быть больше. А контур держится иногда и дольше. Поэтому просто выбирайте кроющие пигменты. Иголка единица всегда. Можно разбавлять пигмент вместо воды, например, инъекционной гиалуронкой, чтобы губы не сохли от пигмента впоследствии. Интересный вопрос. Я думаю, что можно гиалуронкой их увлажнить у косметолога впоследствии, чтобы они не сохли. Но
Если много пигмента нету, прям много такой, знаете, пластилиновый помадный прокрас, густо-густо, плотно-плотно, то губы не сохнут, губы чувствуют себя отлично. И в этом нет надобности. Это сильно удорожает процедуру и как бы довольно бессмысленно, потому что гиалуронка вносится глубже, чем мы работаем косметологами. Во время процедуры я стираю пигмент водой и вазелин использую. Так, для фиксации. Меня учили работать всегда в одну сторону. Так ли это или нужно по-другому прокрашивать? Можно прекрасно работать в одну сторону всегда, всю жизнь, делать отличные работы. Можно для ускорения работать в две стороны, но это не у всех получается, потому что часто штрих в две стороны создает уплотнение в начале и в конце штриха и пустую серединку. Поэтому выбирайте оптимальное для себя. Правил нет на самом деле. Есть правила, которые помогут вам не совершать ошибки, допустим, но правила для себя вы создаете сами. Поэтому вам во время обучения передал мастер свой опыт, а вы должны накопить свой. Смотрите, вот здесь я фиксирую губы. Это как раз тот случай, когда нужно зафиксировать линии. Видите, я прохожу этой гелевой ручкой, которая не стирается, по контуру губ и не выхожу ни в коем случае, чтобы не исказить, потому что я видела, останавливала своих студентов, которые начинают мазюкать и вокруг, и рядом, и как бы какой смысл? Вы должны абсолютно точно по контуру пройти, ни в коем случае не выйти за него, чтобы не создать себе грязь во время работы и искаженный контур. Такая тоже важная часть. Потому что если сделать это неправильно, потому что ты как бы рисуешь красным по красному, я не знаю, здесь видно хорошо или нет, но вживую видно хорошо, потому что это красные цвета разных оттенков. И плюс, когда вы нарисовали красным цветом первым губы, они чуть-чуть там полежали, пока вы готовились, пока вы положили клиентку. Этот красный цвет первый подсыхает, и когда вы рисуете красным новым вот этой гелевой ручкой, она начинает блестеть, и вы видите четко, что это немножко другой оттенок, и блеск появляется. Ну и как бы вы же видите, где вы прикасаетесь. Можно вот так вот, чтобы не потерять эскиз, использовать ватную палочку, чтобы очень хорошо видеть вот эту арку. Потому что если натянете вот так, вы можете исказить еще на этапе фиксации ручкой. Вот это вот нажим вот на эту вот часть, на серединку, чтобы увидеть хорошо арки, я использую довольно часто. Мне это помогает. То есть просто тонкая линия по контуру. Пока почитаю вопросы. Если клиент не может терпеть ни после первички, ни после вторички, больно, ему умирает. Знаете, я что делаю? Вот я тоже такая стала уже борзая. Я говорю, если вам вообще невозможно терпеть, то все, мы заканчиваем процедуру, вставайте, до свидания. Все, процедура закончена. Они же не просто не могут терпеть, они начинают стонать. Они начинают вот так вот от тебя отворачиваться, как будто мне это надо. Конечно, мне надо прокрасить хорошо, но если она дергается, отворачивается или там вот так вжимается в шею, я говорю, зачем пришла? Все косметологическое, все, что связано с красотой и с лицом, даже обезболенное, оно все равно не очень приятное. И клиента надо предупредить, что будет неприятно, но терпеть надо, он же хочет красивым уйти. И вот эти вот все мнительные барышни, они обычно сразу замирают, как трупики лежат, еще ни одна не встала и не ушла. Ни одна не встала и не ушла, реально. Но это, конечно, только в крайнем случае. Грубить и хамить клиентам не нужно. Просто нужно прям с полной серьезностью сказать, если вы будете вот так себя вести, я просто не буду с вами работать, потому что это невозможно. Мы не сделаем хорошую процедуру. И почти всегда это срабатывает. Но иногда бывает больно, потому что просто критические дни, допустим. Когда критические дни, я не делаю вообще ничего, потому что я не могу терпеть, допустим, инъекционную косметологию вообще. Я говорю, все, прекращаем, выкидывай все эти препараты, я приду через пару недель, когда все пройдет.
У вас есть пара вариантов. Вы можете стереть полностью и начать прокрашивать губы сразу. Либо вы можете пройтись, как я здесь. Я пробежалась по губам быстро-быстро, повредила кожу, стерла и на кожу без красного цвета начала наносить пигмент, уже прокрашивать. То есть варианты разные возможны при работе на помадном прокрасе. Но лучше всего просто пощупать кожу, и если клиент чувствительный, то есть смотрите, если у нас акварель, то это такие редкие штрихи, они очень такие поверхностные, мягкие, клиенту комфортно почти всегда. Если вы работаете в помадном прокрасе, либо клиент такой, который сразу дает вам понять, что ему будет больно, то тогда лучше хорошенько пройтись по коже, я имею в виду ее равномерно всю повредить. Одновременно вы пощупаете, ложится, не ложится, какой нажим нужен на этих губах, допустим. И следующим проходом, уже таким единым, по обезболенным губам плотно прокрасить. Вот здесь я кладу максимально большое количество штрихов у контура, как я показывала на латексе, и постепенно растягиваю к серединке, потому что у девушки губы довольно яркие свои. Ей не нужно много цвета. Моя задача только создать новый контур. В ее случае была. Поэтому много штрихов. Много штрихов — это значит от 20 до 30 в районе контура. На площади примерно пара миллиметров, чтобы вот эта линия была яркая, но не смотрелась ниткой. И плотно-плотно на ощупь. Видите, у меня тоже лежит лужица, но она меня не смущает. Я работаю сквозь нее, пигмент вношу, стираю, иду дальше уже. И смотрите, я прохожу, выделяется красная линия, видите, по контуру. Это ручка. Она на этой клиентке не стерлась, ее видно было до самого конца. Я закончила процедуру, я понимаю, что дальше уже красить не надо, и так ярко, но ручка осталась на месте. Но это не значит, что она останется там в коже. Она смоется вместе с корочками. Там такая работа монотонная на самом деле. Я поотвечаю на вопросы пока. Так, вы стерилизуете ватные диски и палочки? Нет, я не стерилизую ватные диски и палочки. Вот не стерилизую. Не вижу смысла в этом. И воду беру из-под крана, когда работаю. Иногда из-под кулера, но чаще из-под крана обычную воду. И они встают, идут в обычную жизнь. Это не полостная операция, вы работаете в таком поверхностном верхнем слое дермы. Вы, конечно, повреждаете кожу и работаете с сукровицей, с кровью, но нет смысла вот прям заморачиваться о стерильности. Особенно часто я об этом думаю, когда прихожу к косметологам, которые, по-моему, 10-ую долю стерильности не соблюдают, как мы. Или стоматологом. Или как я недавно была в микрохирургии глаза, когда делала маленькую операцию, чтобы у меня сохнут глаза, и я постоянно с каплями живу. Вот они мне закрыли здесь слезные каналы, которые оттоком жидкости занимаются, такими маленькими пробочками. Смешная процедура. Но я там, честно говоря, прифигела. И с этой тетки, которая передо мной делались манипуляции, там какие-то с повреждением кожи через микроскоп. Сейчас я сяду, и знаете, она как обработала? Она вот так взяла этот же какой-то из стилодес и вот так сделала пшик один раз. Там даже этот пшик не долетел до аппарата. Я говорю, так, тут давайте посерьезнее отнесемся к вот этим всем стерильным вещам. Она на меня закусила сразу, но она же медсестра, врач нормальный оказался. Так, коктейль анестезии — это фенистил, адреналин или эпинефрин, его аналог синтетический, и 10% лидокаин, 1 к 1. Сколько по времени у вас занимает вся работа на губах? Еще раз, у нас на процедуру 1,5 часа отводится. Иногда бывает чуть дольше мастер задерживается, иногда чуть меньше. Самая быстрая процедура у меня была минут, наверное, за 30.
когда это были прям идеальные губы, пигмент ложился идеально, я прошла один раз, стерла, все на месте, ярче мне не хотелось сделать, все, я отправила. Но обычно я вожусь дольше, от 40 минут до 1,5 часов, нормально, с разговорами, там, с присаживаниями. Ну, обычная процедура длится вот стандартно, вот примерно так. Это с отрисовкой эскиза, с обсуждениями, совсем-совсем. Чем помазали губу в конце? Обычно это вазелин, чтобы как бы губы были увлажнены, небольшой слой вазелина. Иногда вот это свойство анестезии, выбеливать губы, оно прям раздражает, оно мешает оценить, сколько ты внес пигмента в кожу. Хочется еще, кажется, что мало, где-то какие-то выбиваются пятнышки от того, что она сжала сосуды и появились какие-то как бы уплотнения. Ты такой думаешь, что ли надо там что-то изменить. То есть цвет кажется чуть более холодным. Когда действие анестезии проходит, цвет становится более теплым. Холодным он становится из-за того, что вы как бы равномерно повредили всю поверхность губ, и мелкие сосудики равномерно везде вот так вот спазмировались и приобрели вот этот фиолетоватый оттенок губы. Это уходит сразу после. Если вы вдруг копались в одном месте долго, то это может выглядеть как синяк, когда спазм от адреналина, спазм сосудов как бы локальный. Это прям выглядит как какой-то синяк странного типа. То есть, ну, иногда так бывает. Ты в одном месте пытался хорошо прокрасить, там больше повреждены сосуды, и вот этот спазм выглядит примерно таким образом. А здесь, смотрите, это арка Купидона, и я показывала, прокрашиваю, в принципе, эту арку обычными прямыми штрихами. До нее, потом под ней параллельными штрихами, и потом от нее уже как бы направления штрихов идут вверх, но они все параллельны контуру у меня. И вот это место, серединка, оно такое всегда более сложное в плане прокраса, потому что кожа здесь почему-то всегда ложится пигмент сложнее немножко. По-моему, пора ускорять, а то мы будем очень долго. У нас еще одно целое видео длинное. Чуток. Окей. А как называется этот гелевый стержень? Я уже говорила, гелевый стержень называется Pilot J1. Пропорции коктейля. Ампула лидокаина, она обычно больше, она, по-моему, 2 мл. Ампула адреналина, она 1 мл, она маленькая. И кубический сантиметр или 1,5 фенистила. Все это смешиваете, и вам это хватит вот именно этой пропорции 1 к 1. Клиентов на 5-6 хватит спокойно. Потом замешивайте новую. Можно ли сделать коррекцию через неделю после первой процедуры, когда клиент из другого города? Нельзя. Не идите навстречу. Через неделю, во-первых, еще не восстановились губы, вообще кожа не восстановилась, хоть корочки и сошли, но внутренние процессы регенерации еще продолжаются. А во-вторых, не проявился цвет, вы еще не знаете, как он будет выглядеть, насколько его много приживется и так далее. Поэтому нет, нельзя. Минимум 4 недели. Даже 3 не надо, 4 реально надо подождать. У фирмы Aqua есть органически концентрированные пигменты только для губ. Ну, отлично, но я их не пробовала, и я слышала только ничего хорошего про пигменты Aqua для губ. Для бровей еще норм, а для... Я говорила про фиксирующую пудру уже несколько раз. Ингредиенты коктейля мы обычно смешиваем в таких баночках, они продаются во всех магазинах, интернет-магазинах, и вы можете спокойно в них смешивать, если испачкали, выбрасывать, ей трогать нельзя, ее носиком. Пигмент всегда наливаете и анестезию на хотя бы расстоянии сантиметра 2-3 от емкости. Не прикасайтесь, ни в коем случае не опускайте низко. Это просто техника безопасности. Вы можете осеменить физиологической жидкостью пузырек.
Так, ну что тут у нас? Вот тут губы выглядят более холодными, чем пигмент лег на самом деле, как раз таки из-за адреналина, скорее всего, потому что вживую они выглядели после процедуры совершенно по-другому. То есть штрихи обычные, параллельные контуру. Если мешает сукровица, вы можете ее стереть. Если не мешает, вы можете прямо по ней пройтись. И наискосок тоже. То есть если вам нужен плотный прокрас, то вы можете сделать штрихи параллельные контуру и тут же, не стирая, вернуться и от контура сделать вот эту вот решетку наискосок. Я думала, что на этих губах я это делала, но это, видимо, было другое видео, которое я еще просто снимала для YouTube канала. На YouTube канале скоро выйдет тоже какое-нибудь видео, потому что мы это делаем постоянно. Вы, кстати, смотрите YouTube канал? Кто подписан на мой YouTube канал, там тоже много полезной информации. И сейчас мы снимали сериал и показываем его, как у нас проходит обучение на курсе VIP Advance. Оно было прям очень сложное в этот раз. Прям я чуть не повесилась. У меня была такая тяжелая студентка. Она сейчас просится на второй раз, но я ее не возьму. Я ей отказала. Я просто замучилась останавливать ее в плане стерильности процедуры. Просто жесть. Короче, задача наша натянуть кожу хорошенько, когда губы тягучие, и сделать так, чтобы было работать удобно, выровнять поверхность. Натягивать кожу как барабан не нужно, вы должны просто ее растянуть так, чтобы она выровнялась, чтобы не было вот такого рельефа, на котором игла у вас положит пятна. Почитаю пока тоже. Альбина, я вам объяснила, почему нельзя работать. Это вы, видимо, не мне писали, да? Я работаю, почему у этой девушки от слизистой работать? Я работала всяко разно, чтобы показать, как можно. Иногда удобно от слизистой подниматься к внешнему контуру. Иногда, наоборот, только от внешнего контура. Если вы работаете грязно и у вас постоянно лужа, то тогда вы должны начинать от контура, чтобы потом эта лужа вам не дала испортить ваш эскиз, если вдруг вы можете выскочить. Так, во Франции анестезия вообще запрещена. Я слышала об этом. Подпольно работают мастера, анестезию прячут. Я не пользуюсь первичной анестезией. Юлия, на видео нет момента, когда вы наносите анестезию на гелевую ручку. Я не пользуюсь первичной анестезией вообще никогда на губах. Уже давно, уже несколько лет. Раньше я наносила ее, ждала так же, как все, но перестала уже прям реально давно. Первый проход у меня это чисто повреждение кожи, чтобы нанести потом анестезию и как бы пощупать кожу для этого первого раза. А здесь что я уже делаю? Прокрашиваю нижнюю губу. Здесь нижняя губа очень объемная, ее не получалось выровнять, чтобы она стала плоская достаточно хорошо. Она прям плотная и круглая, то есть такие тоже встречаются. Но так как у нас не было задачи прокрасить ее прям до слизистой, слава богу, потому что она огромная, я прокрашивала ее, как контур с растушевкой делала. Местами, видите, светится ручка все еще. Но я там потом вношу некоторые корректировки, потому что это контур, и он должен быть плотно прокрашен. И обычно я наношу вазелин там, где поработала, чтобы кожа не подсыхала, потому что это некомфортно. Из-за сукровицы, которая выделяется, кожа на губе сразу стягивается, засыхает, и это неприятно клиенту. Поэтому то место, которое у меня отдыхает, оно находится под тонким слоем вазелина. Обычно вот я делаю один проход полный на верхней губе, один проход полный на нижней, и потом может быть еще какие-то мелкие доделки, нюансы. Где-то, если вижу пробелы, я прям разглядываю каждый там сантиметр кожи, прям вот так пальцем раздвигаю все складочки, смотрю, где прорисовалось, где не прорисовалось. Дело все в том, что, я это тоже постоянно говорю, кожа это барьерный орган, защитный, то есть и губы в том числе, особенно та часть, где слизистая. И вы, внося пигмент, ее травмируете кожу. И цель всей жизни кожи становится вытолкнуть вот это инородное вещество, которое вы внесли. То есть она выталкивает.
И даже если вы идеально прокрасите, видите, какие яркие губы свои? Даже если вы идеально прокрасите любую поверхность, остаться пигмента может не так уж много после заживления. Поэтому вы должны разглядеть. Так, ой, использовать по умолчанию не надо. Вы должны разглядеть прям хорошо-хорошо, увидеть все недочеты и их закрыть. Потому что даже идеально прокрашенные губы, клиент съел помаду. Ой, сейчас я включу видео. Клиент съел пигмент, клиент мочил, клиент чистил зубы и пена попала, клиент забыл и облизнул, там все что угодно. То есть все дальнейшие действия клиента будут направлены на то, чтобы вашу работу испортить. Поэтому уж прокрасить надо максимально идеально. Ну, потратьте время, закройте все пробелы. Иногда в конце я даже делаю так: остаток пигмента, в него наливаю чуть-чуть воды, прям быстро-быстро вот так вот прохожу всю губу, как бы это как шлифовка такая получается на губах. Чтобы, знаете, как бывают какие-то мелкие-мелкие точечные какие-то пробельчики остаются. Если вы будете их вот так локально закрывать, то просто можно там повеситься. А если вы вот так как бы равномерно, размашисто пройдете разбавленным пигментом, он там расплывется и все это прикроет, все эти недочеты. Что здесь у нас обычный тоже эскиз. С ней, с Сашей, мы обе боялись. В плане, она очень давнишний опытный мастер, я знаю ее очень давно и хорошо. А как знаете, хирургам не разрешают резать родственников, потому что хирурги принимают неправильные решения, когда режут родственников. Также и здесь, когда ты работаешь на родственниках, на родителях, на близких друзьях, ты боишься испортить, берешь цвета побледнее, работаешь более поверхностно, чем должен был бы быть. Поэтому как раз вместе с Сашей мы такие, она боялась яркости, она совершенно не красит губы, да и в принципе в лицо не красит, макияж не наносит. И она хотела просто сделать более яркой серединку, вообще не меняя контур. Но я настояла на том, чтобы контур все-таки отрисовать и как бы от яркого прийти к внешнему краю совсем и на вылет, как знаете, как на головках бровей, допустим, когда от яркого ты уходишь в воздушное, но как бы все равно форма есть. То есть задача была такая. И поэтому мы с ней отрисовали эскиз. Потом вспомнили, что забыли сфотографировать до, стерли его и отрисовали еще раз. Вот, ладно, тут ускорю немножко, чтобы не тратить время, потому что эскиз мы уже несколько раз смотрели. Ой, у меня спина болит. И что, проверяем, как всегда, в улыбке, сморщиваем бантик, смотрим, где там что лишнее. И ей мы эскиз фиксировали точками. Она как опытный мастер, который видит очень хорошо симметрию, все проверила тщательно. Да. Точками фиксировать точно так же максимально по контуру, близко к нему, не выходя на чистую кожу. И точки наносить на равномерные, через равномерные промежутки. Чтобы и вам было проще, и форму вы не потеряли. Еще охота ускорить, я пока на вопросы поотвечаю. Кстати, да, бывает, что кровит и сукровицы много, когда клиент пил алкоголь или выпил несколько кружечек кофе с утра. Поэтому первичную анестезию, еще раз повторюсь, я не наношу вообще никогда. Не нужно замедлять, все видно так. Дело в том, что слизистая заживает в 2 раза быстрее. И я знаю мастеров, которые делали и через 2, и через 1 неделю. Ну, во-первых, это не слизистая. Слизистая — это у вас мокрое место. Это кожа, и она заживает, конечно, на 4-5 день, но реально цвет проявляется к концу месяца только. То есть это этап восстановления. Смотрите, стирается, анестезию мы не использовали, чтобы не мешал красный цвет от ручки. Я, видите, на чистой коже работаю.
Пигмент наношу плотно от слизистой и почти никак на нет свожу, не дотрагиваясь даже до контура. Еще, кстати, ее запросом было вообще не работать в уголках рта, потому что у нее губы не сильно объемные. Если бы мы проработали, прокрасили уголки, ну вот эти вот внешние уголки рта, то губы бы вытянулись вот так вот визуально просто. Поэтому мы вот это вот место вообще пропускали, его не трогали. Как бы я начала, видите, прокрашивать где-то 5 миллиметров отступив. Также вы можете работать, в принципе, и в акварельной технике. До точечек доходите и выходите. В ее случае мы 2 курицы взяли цвет такой неяркий. То есть она боялась, я боялась испортить, потому что я ее хорошо знаю и не хочу испортить ей лицо. А она боялась просто яркого цвета, потому что не красится. Но когда она села, посмотрела, она поняла, что она уже не боится. И хоть там и плотно прокрашена, цвет настолько натуральный, что теряется с ее губами, сливается. И мы взяли и усилили еще. То есть на самом деле техника омбре, она в принципе делается примерно так же, как я и делала на этом видео. Вы прокрашиваете акварельно полностью губы и потом другим, более ярким цветом прокрашиваете середину. Растяжку эту вы делаете в зависимости от потребности. Кому-то шире, если губы толстые, кому-то не очень широко, чтобы не было ощущения, что это какая-то черная дыра у вас, а не рот. Смотрите, ближе к середине губ я уже начала прокрашивать, поднимаясь выше, потому что мы хотели как бы объем максимальный, чтобы был вот здесь вот в серединке. Вот. И что я говорила? То есть на широких губах вы можете прокрасить как бы чуть больше. На каких-то губах вы можете вообще дойти вот этим градиентом темного цвета прям чуть ли не до контура. То есть это зависит от того, какой вы представляете эту работу завершенной и как вы ее обсудили с вашим клиентом. Но чаще всего нормально это когда вы как бы 5 миллиметров не доходите равномерно одинаково по всей длине до контура. То есть по сути как раз вот эти 5 миллиметров яркий цвет сходит вот здесь вот, не доходя уголков губ, примерно за 5 миллиметров в слизистую он уходит. Кожу я натягиваю точно так же, выпрямляя вот в этом случае ватным диском ее максимально, насколько это возможно. И поднимаясь от слизистой к внешней части. Пока тут у нас одинаковые движения, могу замедлить, если хотите. Скажите, замедлять или нет, или работаем как дальше. До контура, да, в уголках я не доходила совсем до контура. В середине я доходила, но очень прозрачно до контура, потому что был четкий запрос, чтобы вообще не было формы. То есть, чтобы внешний контур не читался. Но сейчас этот человек уже решил, что хочет вполне себе губы с контуром. Походила яркая. Так часто бывает. Но на самом деле правильно бояться и не докрасить. Взять более светлый цвет, положить прозрачно, чем потом испытывать страстное желание осветлить, изменить оттенок, немножко подстереть. Да, это омбре, когда изнутри начинается цвет. Замедлить. Ладно, замедляю. Замедляю. Движение, моя любимая скорость почти всегда это 8-8,5 на губах. И вот такое примерно движение руки, когда я хочу все видеть, все контролировать. Если вдруг я где-то пропустила, я могу вернуться и несколько штрихов положить, если вижу какую-то пустоту в том месте, где я уже прошла, чтобы как бы потом не возвращаться. Потому что пока сейчас видно хорошо, а потом меняется, из-за отека форма, и может показаться, что слишком светло, и ты вернешься докрашивать. Поэтому я стараюсь положить на первых проходах максимально пигмента, насколько это возможно в данном случае. И вот у нее мы на верхней губе работали с анестезией, видите, она белая, а нижняя губа красная, на ней мы работать будем без анестезии.
Это был тоже наш эксперимент. Отек у нее был такой, знаете, не слабый, потому что вся работа сосредоточена в районе слизистой, а обычно, когда вы травмируете слизистую, как раз в этот момент начинается отек. То есть в помадном прокрасе вы красите, все нормально, потом бах, дошли до слизистой, и губа такая джик и надулась прямо на глазах. Это случается довольно часто. Ой, что-то мои руки устали. А сколько мы уже по времени? 22:53, 3 часа уже. Ладно. Сейчас мы еще до 11 дотянем и сделаем паузу. Сколько стоит моя работа? Я не работаю как мастер, я только обучаю. Как мастер я не работаю. Мне казалось, что амбре, наоборот, уголки темные, а середина светлая. Нет, амбре это просто растяжка, это как бы переход из одного цвета в другой. В зависимости от формы губ вы можете выбирать места, где вы расположите этот яркий акцент. То есть это может быть середина, это может быть и уголки, но я не совсем понимаю, зачем, чтобы визуально раздвинуть губы, что ли. То есть в моем понимании амбре это более яркая середина, такая сочная, как бы, знаете, иногда у детей тоже бывают такие губы, когда вот эта серединка прям такая яркая-яркая. То есть вы добиваетесь насыщенности в нужных вам местах. Либо вы работаете одним цветом, допустим, там каким-то натуральным розовым таким оттенком, и более ярким, кровавым каким-нибудь в середине, допустим, губ. То есть вы соединяете два цвета на одном клиенте. Но тут надо быть осторожными, потому что если там тот цвет лег, этот не лег, то у вас после заживления может пойти все пятнами. Поэтому идеальный вариант, когда вы просто делаете градиент одним цветом от слизистой к внешнему контуру. И на вылет не усиливая вообще контур. Учтите еще, что мокрая часть, вот реально та часть, которая всегда мокрая, она выталкивает пигмента гораздо больше, прям в 2 раза больше, чем вся остальная поверхность губ. И вот ту часть внутри вы должны прокрасить прям плотно, чтобы не было вот этого ощущения, что губа шла, потом бах, и резко кончился цвет, там все стало пусто. Поэтому вы должны прокрасить мокрую часть гораздо сильнее, чем сухую часть. А где она находится, мокрая и сухая, вы должны посмотреть перед началом процедуры. Мне надо мазнуть губы. Я когда много говорю, у меня засыхает рот. Так. Что тут у нас еще? Либо я не услышала про отек, либо вы не ответили, что делать с ним. Пересмотрю, если отвечали. С отеком вы ничего не сделаете. Вы можете сесть и ждать, вы можете на него пытаться давить, но это не сработает, скорее всего. Можете приложить холод, если начался отек, и какое-то время подождать хотя бы для того, чтобы фотографии в конце были. Если у вас случился отек, вы не должны исправлять форму. Самое главное, потому что с отеком вы можете натворить черное. В этом случае мы в принципе форму не создавали, и просто как бы равномерный отек, он не мешает работать, ты просто прокрашиваешь по нему. Неравномерный отек, когда, допустим, одна сторона не отекла, а одна отекла, та сторона, которая отекла, будет казаться более светлой, как бы менее прокрашенной. И вам нужно не повестись на поводу своих глаз и не пытаться сделать ее ярче, потому что она стала менее прокрашенной просто потому, что как шарик растянулась. Когда она сожмется, цвета станет больше. Короче, всегда бойтесь в отеке исправлять асимметрию, если она вам кажется, и очень ярко прокрашивать, потому что можете переборщить. А физически вы с отеком ничего не сделаете, и отек может держаться даже до 2 дней, то есть целый день, и еще следующий целый день отек может продержаться у вашего клиента, в зависимости от свойств, особенностей кожи, в принципе, организма. Поэтому как делать коррекцию? Рисовать эскиз, прокрашивать полностью или те места, которые не прижились только.
Смотрите, если у вас на коррекцию пришел клиент, и у него прям четко видна форма, но просто есть пробелы, то вы должны пройтись только по пробелам, если вам не нужно как бы усиливать везде. Реально это работа по пробелам. Обычно пробелы появляются от герпеса, допустим, если особенно сдирали болячки, или если клиент размочил губы. Часто бывает. Ну или если вы поработали нестабильно, тоже бывают пробелы, ничего страшного, вы просто их заполняете на коррекции. Если к вам пришел клиент, и вы видите, что формы просто нет, то есть она настолько прозрачно прижилась, что почти не видна, или он там плохо ухаживал, или цвет вы выбрали слишком бледный, как бы для вас ничего не видно, то вы должны заново отрисовать эскиз и как бы просто заново сделать эту процедуру. Единственное, если у вас, знаете, как тоже бывает, когда особенно фиксируют вот так ярко, вы отрисовываете эскиз там, где его потеряли, вы должны перед этим запомнить, ну, допустим, это бантики и там нижняя треть губы внешняя. И потом работать, фиксировать эскиз только в этих местах, чтобы не усилить и так яркие части губ, на которых пигмент остался в большом количестве. Поэтому коррекция — это каждый раз что-то новое. Если вы очень стабильно, хорошо положили пигмент и просто надо немного усилить, то вы просто делаете такую же процедуру, может быть, берете более яркий цвет. Может быть, клиент ваш захочет изменить оттенок. То есть вариантов очень много, как работать на коррекции, и все они зависят от того, что к вам пришло на коррекцию. Но ваша задача, конечно, восстановить форму и начинать с эскиза, если она потеряна. То же самое касается всех остальных зон абсолютно. Так, я планирую уйти в отпуск на 5 минут. Мне надо попить водички.
А я вернулась. Все. Давайте все тоже возвращайтесь. Включаю видео и ускоряю его, потому что на этих именно губах я работала как никогда тогда долго. Потому что мы зря сделали много работы холостую. Мы как бы прокрасили розовым цветом плотно у слизистой, и этого оказалось недостаточно. Мы потом еще вливали туда яркий цвет. Поэтому получилось долговато. Так, давайте поотвечаю на вопросы. Какие техники используете, кроме растушевки? Наталья, на самом деле это же все растушевка, просто с разной плотностью. Это просто растушевка на губах, и плотность у контура сосредоточена, либо плотность сосредоточена у слизистой, либо вы равномерно плотно прокрашиваете, если это у вас помадный прокрас. Поэтому контур с растушевкой получается, амбре и акварель и плотная растушевка. По сути, вот это 4 вида работ на губах. Все остальные названия — это просто названия, с которыми мастера, знаете, когда ездят по конференциям, им надо что-то показать. По сути, все работают в одинаковых примерно техниках, совершают примерно одинаковые движения, кроме тех, кто эксклюзивно работает барашками какими-нибудь. И когда ты едешь такой выступать на конференции, тебе надо сказать гипер-пупер реализм, или какой-нибудь супер амбре, или там стардаст, или пудровая, или флаффи, или еще что-нибудь. То есть надо с чем-то прийти, чтобы тебя узнавали потом. А на деле это все просто растушевка. На каждой из зон есть техника либо волоски, либо растушевка на бровях, а все остальные зоны это просто растушевка. Это мое такое вот мнение скромное. В каких зонах нужно делать более плотный прокрас, а в каких категорически нельзя? Как вы считаете, что лучше татуаж сначала, потом увеличение, коррекция губ филлерами или наоборот? Видимо, Виктория, вы присоединились позже. Я на этот вопрос отвечала. Вы можете потом просмотреть. Я очень подробно и много отвечала. Так, ответьте, пожалуйста, работая пучками, уменьшить боль, если без анестезии, типа быстрее, сложнее заглубиться. Работая пучками, вы будете как бы усиливать давление для того, чтобы кожу все-таки проколоть и внести туда пигмент. Работа пучками считается менее травматичной, просто там другие движения. Менее болезненна она или нет, я не могу сказать, потому что на себе лично я не пробовала. И на каком-то одном клиенте, который лежит, и я работаю пучком и единицей, я тоже такого эксперимента не проводила. Вот Александра Кузнецова у нас пишет, что давить помогает, как бы разминать губу об губу, чтобы отек спал. Да, потому что отек у нее был не кислый, она такая встала, вот такая утка. Утка. И, ну, видимо, массировать и разгонять отек таким образом можно. Я не пробовала, не знаю. Как делать коррекцию? Я уже ответила. Видео. Так, какая у меня лампа? Это лампа маникюрная, длинная, тонкая, с гибкой ножкой. Их много разных видов. Вот мы нашли эти лампы, они отличные. Поломалась, выбросила, она стоит копейки, там что-то в районе 2000. С барьерной защитой, естественно, вы ее закрываете, потому что постоянно двигаете. Ей очень легко работать, очень хорошо работать на волосках, потому что она ниже уровня глаз, и глаза не устают. Вот сейчас мне все это время лупит свет в глаза, и они у меня уже такие сошли с ума. А когда вы работаете целый день, допустим, свет должен быть ниже уровня глаз. Я не говорю про тот, который вокруг вас везде яркий, светлый. Я говорю только про тот, который зону вам освещает локально. Чтобы глаза не уставали, опускайте ниже. Всякие гламкоры не получится. То есть только вот такие тоненькие лампы можно опустить ниже уровня глаз, чтобы хорошо осветить всю процедуру. Так, лампа, Лена, пост-уходе. В Казахстане 2 ночи. Опаньки. У нас тоже не утро. У нас 11. Так, о пост-уходе. Просто через 3 часа моет с мылом клиент зону работы и все. Потом просто у вас
Под тонким слоем вазелина находятся губы. Скажите название фирмы «Самые ходовые оттенки для губ». Не скажу, не скажу. Вы просто берите и пробуйте. Я вам показала, как они примерно могут выглядеть. Смотрите, татуировочных пигментов очень много, невероятное количество. Посмотрите, какие цвета и как они смотрятся в концентрированном виде и в размытом виде. То есть вот представляете себе, как они выглядят. Не берите опасные, вот такие, хотя бы первое время, не берите их, не зная, как смешивать, потому что здесь много синего, видите, цвета. Берите безопасные, такие теплые, мягкие. Их сейчас такое огромное количество, что можно выбрать на любой вкус и цвет. Так, ладно. Посмотрим, что тут у нас с губами. Тут у нас на губах равномерный отек. Я могу даже, может быть, скакнуть, потому что мы уже больше 3 часов. Мы садились смотреть по яркости, видели, да, Саша поднималась, мы прерывались на какие-то паузы. Давайте я мотну. То есть вот здесь я дошла вот до внутреннего контура, ой, до уголка губы. Тоже мы там перестали работать, потому что не было пожелания, то есть там чуть-чуть совсем, чтобы не было резкого окончания цвета. И пойдем дальше. Нижняя губа. Нижняя губа у нас была без анестезии, она выделяла больше сукровицы, она не была сухой, такой как верхняя, и она текла больше еще во время процедуры, прям такая аж волнистая стала. Я замечала, что почти всегда губы отекают сильнее без анестезии. И делала я пару раз процедуру на веках без анестезии, там тоже был отек сильнее, то есть прям тень большая, где была. Но, возможно, это совпадение, прям это не будет практикой. Но все-таки анестезия влияет на то, что отек чуть-чуть меньший по размеру. Пучками больно без анестезии, нажим сильнее, очень больно. Ну, это подтверждает мою теорию. Видимо, только единицей можно работать без анестезии, потому что она очень-очень легко входит в кожу, и это ощущается как такие терпимые царапки. Кожа даже как будто сама себя обезболивает, такое ощущение. Не больно. Вот просто как бы она привыкает в этом месте, когда ты не скачешь по каким-то участкам отдельным, а когда ты равномерно, плавно поднимаешься или опускаешься к контуру, перестает быть больно. Лена, повторюсь, как сделать контур аппаратом без видимой полоски. А вы не смотрели, когда я показывала на латексе, как делать? Нет? Не смотрели? Я же показывала. Вы просто, ну, у меня сейчас камера уже отключена, вы просто кладете штрихи равномерно, как на брови, когда вы прокрашиваете бровь. У вас же задача такая, чтобы была четкая граница, но полосок вам никаких не нужно на бровях. Поэтому просто равномерно, блоком, с одинаковым нажимом, с одинаковой длины штрихами вы прокрашиваете от внешнего контура к слизистой. Стираете, проверяете. Самая первая работа была у меня без анестезии, как раз там она была бесконтурная, то есть просто форма создалась новая без видимого контура. Пересмотрите потом еще раз видео, видимо, вы подключились позже, да? Так, игла, да, игла это 0,3. Как быть уверенным и не принять контур от пилот ручки за прокрас? То есть я могу думать, что пигмент лег на контуре, а это не стирающаяся ручка. Вот для этого вы можете ставить точки. Смотрите еще раз, когда у вас в общем толстые губы и кожа лица жирная, тогда вам лучше фиксировать полоской, потому что с очень большой вероятностью вообще ничего не останется, все сотрется после первого протирания даже вот этой не стирающейся ручкой, даже несмотря на то, что вы обезжириваете. Ну, такая кожа так себя ведет. То же самое и бровей касается. А когда вы на жирной коже, особенно выходя на поверхность, вот на эту внешнюю, фиксируете
полоской, то с большей вероятностью эскиз сохраните. Но если перед вами лежит клиент с сухой кожей, если вы работаете только по губам, вообще не выходя на внешний контур, тогда и фиксируйте точками. И тогда вот это расстояние между точками, оно же примерно миллиметра 4, а то и 5. И вы будете четко видеть, дошли ли вы до границы и насколько хорошо вы прокрасили. Поэтому фиксируйте по-разному в разных случаях работы с клиентами. Еще дальше. Как получить перламутровый эффект? Видела на губах и веках. Вы знаете, последний раз я была на конференции лет, наверное, 5 назад, и там кто-то из мастеров делал перламутровый эффект. Они делали его очень просто. Вы никак не получите перламутровый эффект, блеск. То есть перламутровый эффект — это вот этот перелив, блеск. Никак. Вы можете намазать вазелин или гигиеническую помаду сверху красиво прокрашенных губ, и вот вам перламутровый эффект. Там его добивалась мастер, просто прокрасив губы или веки, я не помню, веки, по-моему, или губы, могу наврать. И просто прокрашивая, напыляя как бы равномерно белым пигментом, просто тупо белым пигментом там в середине губы. Вообще бессмысленное действие совершенно. Лучше просто сделать контур с растушевкой и оставить пустой середину в конце концов. Но как бы декоративный макияж — это не то, что вы делаете. Неправильно относиться к перманентному макияжу как к декоративному. Немножко сделать ярче лицо и какие-то дефекты исправить. Декоративности клиент ваш должен добиваться при помощи декоративной косметики. Потому что сознательно брать и использовать много белил на губах не очень правильно. На веках тем более. На веках когда-то, я помню, очень была популярная, по конференциям гастролировала Татьяна, по-моему, Петрайтис. И она использовала очень много белил на веках, потому что ее эти многоцветные тени, эффект бабочкиного крыла, там, где из красного в желтый, в зеленый, потом в синий, а потом в черный переливалось это веко. Конечно, смотрелось вроде как эффектно, но я даже не представляю, как можно с таким жить. И чтобы вот это выглядело ярче, она работала с белой этой подложкой, то есть пигменты были с белилами смешаны, потому что у них появляется более такой кроющий эффект, более яркий цвет после заживления. Но я видела такие веки спустя там 4-5 лет. Мы тогда тоже после посещения вот таких обучений я пробовала с белилами работать, и спустя 4-5 лет эти клиенты приходили, цвет ушел полностью, а веко, оно как будто покрыто белой пылью. Не белое, а такой какой-то серо-желто-белый, непонятного цвета. Короче, я не рекомендую без лишней надобности вносить диоксид титана в кожу, если только вы не исправляете какую-то страшную вещь, то, что невозможно удалить, допустим. Но это мое мнение, вы можете к нему, конечно, не прислушиваться. Но я не советую. Некоторые мастера просто используют всякие такие декоративные вещи для того, чтобы клиенты же не понимают, что хорошо и плохо. Они видят красивенько, идут и говорят: сделай мне тоже красивенько. Так, лампа, контур. Так, я подзапуталась. Давайте я опять уйду. Если можно, с проживанием. Что? Ольга, я что-то... курс база VIP 9 дней вы ведете. Базовые курсы я стараюсь не вести. Я веду курсы только повышения квалификации. У меня это волоски, чаще всего тени. Иногда на губы записываются вместе с волосками и тенями. Базу VIP ведут у меня великолепные мастера и в Краснодаре, и в Москве с колоссальным опытом. В нее входит тоже, не помню, хотя я навру сейчас, надо посмотреть на сайте, какие там условия. Ко мне попасть на базовые техники вы тоже можете, потому что вот последняя моя студентка, которая меня свела с ума, она, как оказалось, только микроблейдингом занималась, и вообще машинку чуть ли не второй раз в жизни держит. Это был просто
ужас, ахтунг и катастрофен вообще. Плюс языковой барьер. Это было очень тяжело. Поэтому, в принципе, ко мне попасть можно. Единственное, что сейчас у меня запись на октябрь, но, скорее всего, в октябре я возьму отпуск, и будет у меня в ноябре ближайшая запись. Если вдруг где-то освободится место, ну, вы напишите в директ, или, может быть, здесь менеджеры вас сейчас поддержат. Но вы можете вообще без страха и упрека записываться на курс база VIP к моим мастерам. Они очень опытные, те, кто ведут вот такие длинные курсы сложные. Так, иголочки, единички, мне кажется, любят все. Жду задания для экзамена, азарт взял вверх. Класс. Сколько можно хранить коктейль и как? Коктейль хранится в холодильнике, потому что в его составе адреналин, который теряет свойства без холодильника. Вроде как появился уже адреналин, который может существовать без холодильника, но я пока его не видела. Пару дней точно можете. Просто читайте инструкцию на упаковке. Сколько там написано в скрытом хранить, столько и можно. Мы не храним его, потому что у нас кончается в течение дня. Вы просто не разводите много, и все. Растушевку лучше делать внутри, а волоски 0,16, 0,18. Вы знаете, мне пока что не повезло работать иглами 0,16, 0,18. Самые тонкие, которыми я работаю, это 0,25. И на самом деле даже они настолько тонкие, что ими рисовать можно настолько тонкие волоски, что их почти не видно. И приходится даже их утолщать. Поэтому 0,16, 0,18, я думаю, ну мне было бы интересно, надо попробовать. Поэтому, да, я предпочитаю на растушевку обычную иглу 0,3 стандартную. Есть очень популярная мастер в Украине, она учит белые блики внутри губ ставить. Ну, я не вижу смысла в этом. Вот эти, знаете, иногда бывают клиенты, у которых смазана вот эта арка, и он хочет, жаждет ее создать. То можно здесь телесным цветом как бы дать намек на эту арку, чтобы просто ее нарисовать. И еще я описывала на предыдущем вот уроке по теоретическом я показывала случаи, когда я работала с белилами осознанно, когда там был непоправимый совершенно случай, неудаляемый, и мы там играли с цветами, темным, светлым работали в разных местах, то есть и мы прям один к одному разводили цвет для губ с телесным цветом, чтобы закрыть некоторые некрасивые места. Так, я смотрела видео анестезии, как ее готовить, хранить в холодильнике. Класс. Если переборщила с цветом, что делать? Читала, что хлоргексидином по этому месту пройтись. Ну, маловероятно, что вам это поможет. Но пока еще вот эта не изученная смесь, ремуверы, как говорят, вот мы пробуем, я пока не составила мнение, то есть у кого-то срабатывает, у кого-то нет. Мы сейчас хотим провести эксперимент и, допустим, удалить одну часть ремувером, одну часть просто сухой иглой. То есть мне кажется, что если пустой иглой травмировать спустя месяц какую-то зону, то вот это асептическое воспаление, которое возникает так или иначе, когда вы травмируете, часть пигмента вытолкнет. Вот. Кто-то мне из моих студентов говорил, что в Великобритании популярно солью удалять, соляным раствором. То есть, ну, не знаю, это уже прям что-то... То есть я за то, чтобы работать осторожно и максимально прозрачно и поверхностно, и осознанно на второй процедуре усиливать то, что понравилось вам и клиенту. А если вы полупрозрачно поработали, то это легко изменить. Поэтому настраивайтесь сами, настраивайте клиентов на то, что процедура двухэтапная. На то, что он придет заживший, вы посмотрите на цвет, на оттенок, и тогда, возможно, там, сделайте ярче. А если уже совсем что-то яркое, ну, пробуйте удалять ремуверами, потому что губные перманентные пигменты, как все знаете, уходят через холодные оттенки, татуировочные пока что просто светлеют. Вот те, которые я наблюдаю уже долгое время, от лазера просто светлеют, и меня это очень радует на самом деле. Попробуйте просто с пустой иглой пройтись, просто как будто сделали процедуру, повредить хорошенько кожу, часть пигмента с корочками выйдет. Когда будет семинар по волоскам? Ну вот ближайший семинар будет по растушевке, по волоскам я еще пока не скажу, но он будет. Я сделаю отдельно на каждую
схему на каждую связку. На самом деле у меня есть курсы по волоскам, где вы сможете обучиться всему-всему. Потому что просто посмотреть — это одно, а пройти курс, где каждый день у вас появляется новый навык, новая связка, новая там схема, это уже другое. Так, что? Здесь я посмотрела, поменяла ватный диск, потому что Саша она спускала слюней туда. Саша, зачем ты это сделала? И какие-то пробелы, которые там мне бросались в глаза, я корректировала. И после этого, смотрите, видите, где кончается цвет, который мы вносили? То есть это первоначально, что нами было задумано, примерно миллиметров за 5 по всему периметру губы я должна была остановиться, вообще не трогать внешний контур. Но потом мы посмотрели, решили, что можно дотянуть прямо до внешнего контура, уже не бояться, потому что он очень мягко, красиво лег. И потом усилили мы еще середину. Так, наверное, надо еще чуток ускорить, потому что я уже погибаю, я охрипла, чтобы быстрее все тут шло. Я отвечаю. Замечала за контур, как убрать цвет лазером или ремувером. Только ко мне. Хотите только ко мне. Я очень суровый преподаватель. Мне кажется, даже очень суровый, но справедливый. Ко мне хотеть — это хорошо, но дорого. Так, как убрать цвет лазером или ремувером? Мы часто делаем пробный щелчок лазером в незаметном месте, чтобы увидеть, как реагирует пигмент. Если он сереет или холодеет, то все, клиент должен знать, он должен понимать, что там с промежутком в 1,5 где-то месяца он будет удалять свои губы, они будут уходить через серый асфальтовый цвет, и это будет выглядеть прям плохо. Если он осознанно на это идет, тогда... Ой, простите. Тогда удаляйте лазером. А если не идет, тогда пробуйте удалять ремувером. Но вот та клиентка, о которой я говорила сегодня днем, она 8 раз удаляла лазером и 2 или 3 раза удаляла ремувером. И по всей вот этой вот внешней части, где было очень много цвета, плотно положено, у нее был рубец. Ой, микрофон мой. У нее был рубец, и это было прям печально. Поэтому надо осторожно с глубиной, надо осторожно с удалениями, потому что, на мой взгляд, самое безопасное удаление — это лазером все-таки. Он некрасиво удаляет губы, если они сделаны перманентными пигментами, которые через серый уходят, но кожа травмируется меньше, чем ремуверами. Пока что вот у меня такие наблюдения. Не совсем понимаю, не чучу забеливат. Что это за язык? Я не знаю, что это значит. Забеливает. Еще раз. Так, такой же вебинар по векам. А дайте мне обратную связь. Вот я очень много говорю на этом вебинаре, я аж охрипла. Я знаю точно, что когда ты делаешь процедуру, ты говоришь меньше, не в попад, там, потому что ты подвисаешь, и это тяжело. Формат такой, он прикольный, потому что раньше я не делала. Это информативно, то есть где-то ускорили, где-то замедлили, где-то посмотрели внимательно, как там ложится пигмент и какое-то действие совершается. И за один вебинар можно посмотреть, вот видите, сколько информации получить. Так, я здесь начала прокрашивать, сейчас я замедлю. Я здесь начала прокрашивать, другой штрих немножко использовать. Я прям его, видите, вертикальной слизистой кладу немножко по-другому. Так тоже можно. И даже иногда нужно. Он ложится мягко и как бы повторяет направление вот этих морщинок, которые у нас на губах. И неплохо смотрится. Даже в самом начале мы работали, Саша, наверное, помнит, мы работали такими движениями от слизистой до контура, потом назад. И это очень прикольно заживало, потому что если даже где-то у тебя пробел, то это смотрится как будто бы трещинка на губах. Но мы перестали так делать, потому что когда стало много мастеров,
они стали что-то черное творить. То есть если человек художник и рука твердая, то у него все получается. Если человек не художник, его очень сложно обучить таким вот всяким техникам. Так, Елена, белила, диоксид титана вообще выходят со временем насовсем. Если часто делать губы такими пигами с диоксидом, он там накапливается, и губы эти выбеливаются напрочь. Вы знаете, вот эти вот все обычные цвета, которыми мы работаем уже лет 6-8, то есть я их меняю там туда-сюда, фирмы меняю, там, не знаю, цвета меняю, но в общем и целом они примерно одинаковые, в них во всех есть диоксид титана, и прям белых губ я не видела, он уходит просто как бы равномерно. Я видела, когда плотно прям прокрашивают побелевшие губы, прям реально они приходили, то есть помадные прокрасы с большим количеством диоксида титана, они, да, выглядят такими более светлыми, то есть как бы свой цвет губ не возвращается, его уже там не найти, не увидеть, и вы будете всегда делать эту процедуру уже, либо ходить с белесыми губами. А когда это делается в таких вот контур с растушевкой или акварель, то через год, примерно полтора, клиенты приходят вообще с чистыми губами. То есть когда это без фанатизма. Я говорю сейчас, знаете, как об очень светлых цветах, вот об этих нюдовых, бежевых, каких-то дурацких оттенках, которые просят клиенты. Там очень много белил. Во всех остальных пигментах, вот те, которые мы используем, я реально отслеживаю их уже долгое время, и спустя где-то год-полтора приходят полностью чистые губы, если только ты не прокрашивал плотно по коже, там остается цвет. Поэтому я продолжаю ими работать. Так, пытались на сайте заказать пигменты, не получается, место жительства не определяется, Германии в списке нет. Есть. Мне сказали авторитетно, что Германия в списке есть. Проверьте еще раз, потому что недавно обновляли списки, вносили туда новые страны, которых раньше не было. Пробовала пустой иглой, цвет стал мягче. Ну круто! По сути, я думаю, что все эти ремуверы, есть реально очень агрессивные жидкости, которые оставляют минус ткань вообще. То есть там реально шрамы, рубцы. Минус ткань — это когда она прям впуклая становится, разрушается ткань и больше не восстанавливается на один уровень с другими, либо восстанавливается, находится в красном состоянии, вот в этом воспаленном несколько месяцев. Вот такие вообще не надо использовать. Вот прямо это плохо, не надо. Лучше отправьте клиента и не берите грех на душу. Ну, не знаю, минус ткани — это прям жесть. Блестящая эта кожа в некоторых местах. А ремуверы типа вот шестого чувства, которые я пробую, он настолько никакой, что вот работа пустой иглой оставляет такой же эффект. И вот Виталик Мигрюков на предпоследнем моем вебинаре участвовал, он подтвердил, что мою догадку вот своим мнением о ремуверах, знаете как, когда на баночке не написан вообще состав, и ты не знаешь, что это, и ты не знаешь, что ты вносишь клиенту под кожу, вдруг его сейчас бахнет анафилактический шок от состава. Я не знаю, что там, а они скрывают, потому что коммерческая тайна или что это? Что это за жидкость? Кислота это, щелочь это, или это просто клей ПВА? Потому что мы вскрывали баночку, нюхали, это реально очень сильно похоже на клей ПВА. Но я подозреваю, это не он, конечно, но мы поржали. Вот. И что это за жидкость, фиг его знает, как она работает, принцип действия тоже, знаете, какую-то чушь говорят, что вы вносите ремувер, и он подхватывает пигмент и выносит его наружу. Что вообще? Вот такое я даже не могу говорить, сама повторять. То есть я предполагаю, что усиливается этими жидкостями вот это асептическое воспаление, которое при заживлении выталкивает все лишнее, что там было, очищается кожа. Но вы можете добиться его пустой иглой, мне кажется, бесплатно причем, не тратя денег на ремуверы. Чем протерла? Я протираю постоянно только водой и вазелином. То есть я наношу вазелин, протираю водой. Все, это все, что я делаю на всех абсолютно процедурах. Может быть, я наношу анестезию, потому что отек пошел не кислый. Саша, если ты здесь, напомни, пожалуйста, мы наносили анестезию на нижнюю губу или так до конца ее и не наносили, потому что я в склерозе, я забыла, извините.
У меня записана клиентка после лазерного удаления. Существует белая полоса на губе, на удалении, видимо, пигмент фиолетового оттенка. Белая полоса вам не мешает вообще. Фиолетовую полосу или пятна надо корректором изменить, либо, если есть возможность, доудалять лазером. Что я тут делаю? Смотрите, на нижней губе я не использую вот этот штрих, потому что на верхней губе его, я имею в виду штрих такой вот не параллельный контуру, а как бы перпендикулярный контуру. На нижней губе я использую штрих параллельный контуру, потому что на ней вот такой отек, губа выгнулась, и если я по такому отеку буду проводить вот этот вот чирк прямой, то у меня ляжет очень ярко вот в этой части, в изогнутой, много, глубоко, и мало вот в этих частях. Поэтому я делаю штрих вот такой, которым я могу как бы регулировать угол иглы. Поняла. То есть вот этот угол иглы я могу контролировать. Видите, я как бы я держу губу, и ее еще и вот так вот проворачиваю, чтобы мне было удобно. Заметили? Я прям губой контролирую. Рука у меня стоит на одном месте, а вот этой второй рукой я губу проворачиваю, чтобы рукой не двигать рабочей, а просто как бы губу под ней проворачиваю. Чего я только не делаю. Лишь бы было удобно и ложилось хорошо. Но здесь, конечно, такой отек волшебный. Это губы сразу после процедуры, они отекли, а фотографии, которые мы выставляли, они через несколько часов, когда отек полностью спал. Он спал через пару часов уже вообще полностью. Я помазала, а потом помахала. Если я помазала, а потом помахала, значит, это была анестезия. Значит, мы наносили анестезию на нижнюю губу в конце процедуры, потому что запарились работать с этим отеком, и, видимо, стало уже некомфортно, потому что работа была долгая. Потому что когда я машу, я знаю, что анестезия печет, значит, я нанесла анестезию, да. Так, еще интересует тема ПМ, медпроцедура, медкнижка и все такое. Но это сейчас не тема. Перманентный макияж в России, да, это процедура, которая требует медицинской лицензии на помещение. Еще вопрос, как можно и чем закосячить губы, что спустя несколько лет губы синие или серые? Как такое происходит? То есть расскажите о грубейших ошибках, я не имею в виду форму. Это только глубина. И еще знаете, как у меня работал мастер с очень тяжелой рукой. Вот на губах это единственный раз, когда я видела реально синяки, которые, ну не синяки, а вот эти заглубления, которые приняли серо-фиолетовый оттенок. То есть долго ковыряться на одном месте, кожа разрушается, и тебе кажется, что ты работаешь на одной глубине, но ты уже ушел очень глубоко. То есть туда, где не надо работать, и там, где цвет за счет эффекта Тиндаля, того, о котором я говорила на вебинаре по колористике очень много, искажается. И более того, это слой кожи, в котором будет он держаться и 5, и 7, и 10 лет. Такое удаляется только лазером. Вот прям больше ничем. И довольно тяжело удаляется, потому что, видимо, лежит глубоко. Поэтому всегда старайтесь пройти вот так равномерно. Не ковыряться в одном месте. Почему я не люблю, когда контур делает вот такое вот прям вот медленное движение совершает? Потому что часто уходит на большую глубину, и контур становится прям... Ну вот, эта процедура у нас через где-то часа 3. Губы до-после. Сейчас губы зажили. Ну как зажили? Корки сошли только что. И там, конечно, нужна коррекция, потому что было сделано много зря работы, вытолкнуло много очень пигмента кожи. Потому что надо сразу делать ярким, а не бояться и не делать прозрачненько. Дайте мне, пожалуйста, сейчас обратную связь по вот этому вебинару. Те, кто купили 2 дня, расскажите, насколько была интересна теоретическая часть, вот прямо оцените по 10-бальной системе. Мне это очень важно. Я еще обязательно в Инстаграме попрошу отзывы, чтобы прям такие конкретика была. Сейчас особо больших отзывов писать некогда, я подозреваю. Но если есть возможность, напишите, что было круто, что было не очень круто, что вас вообще бесило, и вы прям не могли, страдали там. И прям оценку по 10-бальной системе мне поставьте. Я буду вам прям очень сильно благодарна, потому что я хочу
улучшать качество вебинаров. Мы выделенную линию проводим, чтобы у нас не было сбоев интернета, потому что иногда что-то случается, и у нас будет две выделенные линии разные, с разных провайдеров, чтобы не было больше таких сбоев, как вчера. Мне это было очень некомфортно. Я приношу извинения еще раз. Зато у нас получился 5-часовой вебинар. То, что первый день 2 с чем-то часа и второй день 3 часа. Плюсы, ищем плюсы. Вот, и я жду от вас обратную связь. Так, уже 4 часа идет вебинар. Давайте, у нас еще есть минут 10, чтобы получить от вас обратную связь. А я пока поищу интересные вопросы, чтобы на них, может быть, поотвечать. Почему я не использую хирургический маркер? Я пробовала, какое-то время я им работала, он вообще не стирается, и он держится дней 5, 3-5 дней, и он рисует толсто и засыхает быстро. Ручкой круче. Она тоненькая, ей можно рисовать прям локально, а у маркера вот этот грифель, он толстый. Мне не понравилось. Так. После лазера в итоге какой цвет? После лазера татуировочные пигменты, почти все, и Виталик Микрюков подтвердил это, у них состав какой-то другой, они просто бледнеют. Чуть-чуть теплее, светлее становятся, и после нескольких процедур пропадает. Реально у нас были мастера, которые себе сделали губы, еще будучи учениками нашими пигментами, а потом их удаляли. И они реально просто побледнели и пропали, я была просто счастлива. Вот. Перманентные пигменты многие уходят через глухой серый, вот такой, как у меня вон там за стеной, вот прям серый, некрасивый цвет. Хороший формат, классный формат, супер, я очень рада, прям очень сильно рада. Я очень вам всем благодарна за обратную связь. Ой, по микрофону постучала. Простите. Так, спасибо. Ой, я так рада. Лена, слишком много повторов по вопросам. Наверное, стоит записи показывать то, о чем вы хотите рассказать, а потом час или полчаса живого общения, ответы на вопросы. И вы не устанете, лишних вопросов по миллионам раз задавать не будет. Согласна. Повторение мать учения, но реально я трачу очень много времени, реально я охрипла, завтра буду молчать весь день на вопросы. Да, их можно пересмотреть. Вот тут согласна. Спасибо, Жанна, за комментарий. Я думаю, что надо показывать, может быть, делить на части 3, да, и пару раз отвечать на вопросы, либо реально в конце, но просто я даже не представляю, сколько будет вопросов в конце, и они будут как бы не впопад. Ну ладно, спасибо за комментарий. Спасибо большое. Мне нравится больше формат YouTube, но это тоже здорово. Ой, а я не поняла. Я не поняла. Про формат YouTube это что значит? Это когда бесплатное видео в YouTube? Я думаю, что оно всем больше нравится, когда я просто вываливаю бесплатное видео в YouTube. А тут пришлось заплатить. А я люблю, когда мне платят. Так, спасибо большое. Можно ли будет посмотреть видео самой процедуры? Но вообще абсолютно все, что вот в этом вебинаре было, вы сможете просмотреть и там ставить на паузу, замедлять, потому что это будет видео с YouTube у вас. Если вдруг где-то я ускоряла, вы сможете замедлить его. Это позволяет настройки YouTube, насколько я знаю. Линк на маникюрную лампу. Не, я не буду даже этого делать. Вы просто вбейте маникюрные лампы, вам вылезет их огромное количество, и вы выберете самую лучшую. Все, я поняла про повторы, поняла, больше не буду. Пигмент пустой иглой на коррекции. Если вы хотите осветлить, да, пустой иглой на коррекции пройдите также равномерно. Я вот о нем и говорю, Reviving, это как раз это 6-го чувства ремувер, и мы его пробуем, результат так себе. И я не хочу, наверное, я не буду им работать все-таки, потому что я не знаю состав. На нижнюю Саша пишет, анестезию не наносили. Про пигменты. Здесь уже давали ссылку, если вы просмотрите, в чате есть ссылка на пигменты. Пигмент Шоп, наш магазин. Насколько глубоко можно заходить на слизистую?
на видимую ее часть. То есть посмотрите, когда человек улыбается, у всех по-разному губы складываются. Вот я улыбаюсь, у меня верхняя губа вообще как бы заворачивается, становится тонкая. То есть у меня можно не глубоко. А есть люди, которые улыбаются, у них она выворачивается. Вот обращайте на это внимание, то есть на видимую часть слизистой во время улыбки. Фух, спасибо, Виктория, за обратную связь. Я так и знала, я видела, как вы махали в Ютубе девушки, красавицы, вы делали межресничку. Не знаю, о чем речь. 10 из 10. 10 из 10. Круто, спасибо. Я так рада, я так переживала, если честно, что что-то пойдет не так, что я что-то не договорю, что я не успею сказать все, что хотела, что я столько наснимала видео, все его показать не успею, но вроде бы все успела. Спасибо всем большое. У меня была клиентка на губы в возрасте 70 лет, пигмент полностью вышел, ничего не осталось после заживления. Я не первая, после которой ничего не осталось. Она сказала, что так было и после предыдущих. У меня лично первый такой опыт на медикаментах. Эта клиентка была, знаете как, вот такие клиенты, которые говорят, я была у другого мастера и там ничего не осталось. Там несколько вариантов может быть. Либо тот мастер был не очень опытный, она ходила задешево. То есть если вы начинающий мастер, я подозреваю, что этот вебинар очень опытные мастера не стали бы покупать, потому что на самом деле я говорю о таких базовых вещах, о том, о чем вы должны узнавать на базовом обучении. Все это основы на самом деле. И если вы начинающий мастер, она пришла к вам и была до вас еще у кого-то, то, скорее всего, просто там поработали поверхностно. Потому что, ну, прям реально клиента, у которого вышло бы в ноль, я не встречала. То есть в самом начале своей работы я говорила: какая кожа сложная, наверное, у вас ничего не останется. Сама я просто еще плохо умела. То есть, а потом я говорила: какая кожа сложная, посинела, все, эта кожа виновата. Потом я перестала так делать, потому что я, во-первых, сама поняла, почему случается то или иное с кожей, потому что я недоумевала, не понимала, почему так меняется пигмент или почему он не остается. Вот этот анализ, там, собирание информации многолетнее сейчас мне дает понять, что ну прям в ноль не бывает. Бывает очень бледно, бывает бледный пигмент, который использовали, бывает поверхностная работа и бывает очень неправильный уход. В ноль, особенно в 70 лет, я не верю, потому что, скорее всего, в 70 лет, наоборот, остаток должен быть очень большой. Вот так вот. Теория на максимальный балл. Ага. 1, 10, 2, 10. Я испугалась. 1, 10, 2, 10. Думаю, что первый вебинар на единицу, второй на двойку. Я уже такая, вечер, мои мозги все вскипели уже. Все, я просто прям реально очень рада и счастлива. Все. Всем спасибо. Если у вас есть какие-то пожелания, пишите их обязательно мне в личку, в директ, где хотите, пишите, где вы меня найдете, мне везде передадут. Если вас заинтересуют наши курсы онлайн, на которых вы научитесь создавать этот идеальный штрих путем практики именно, то есть они рассчитаны не на открытие каких-то для вас, знаете, истины, там штрих должен быть таким, ничего себе. Он как бы должен быть таким, и все это понимают, но станет он таким только после вот этой бесконечной практики. А ее вы должны пройти либо самостоятельно на наших курсах, допустим, дистанционных онлайн-мастер, либо с куратором, который будет вам каждый день говорить: ну-ка, давай, давай. А когда вы заплатите, вы будете это делать, и вы очень сильно улучшите свою практику. Поэтому я хочу, чтобы все вы купили наши курсы. Я такая наглая. Вот. И я жду всех вас на вебинаре, посвященном бровям, пудровая растушевка и плотная растушевка, который пройдет 12 числа, то есть буквально через неделю. Эту неделю я буду к нему готовиться. После этого я, проведу и стрелку, и растушевку на веках, и волоски. Волоски там надо будет растянуть как минимум на 3 или 4, потому что там столько информации много на волосковых уроках. Я думаю, что они будут сложные. Теория была перенесена. Но вы сможете посмотреть теорию в записи полностью в течение, примерно 1,5 суток. Мы вам дадим ссылки, вам придут на электронную почту все ссылки с
вебинарам, которые вы сможете посмотреть. Все, на меня уже тут посматривают люди, которые помогают мне делать эти вебинары. Все, всем спасибо, что вы со мной были. Я очень рада, что вам понравилось. Всем пока.